М. Чё? Где игра-то? Эй, алло. А, во, все, игра захватилась. А чё она до этого не захватывалась? Так. Ах, да. Погодите. Алло. Кое-что. Сейчас включу еще кое-что. А у меня игра не захватывалась. Хватилось сейчас. Так, я пошел проверять чат. А, вы там что проверять? Ну что, всем привет, с вами Stonecrush, это Genshin Impact! И с нами модератор Гений! Блин. Ладно, я написал, я проверил чат. Да-да-да, я вижу. С ума сошел с этого литературного клуба. Капец, я не понимаю, почему этот литературный клуб так Васю затянул. Блин, опять минералы искать. Как они задолбали эти минералы. Покрутишь? Сейчас покручу. Как задолбали эти минералы. Покручи Елань за ее булки. Понятно. А, есть Яндери Скул, а есть Яндери Симулятор. И чем они отличаются? Ничем. Что в той убить всех надо, что в этой. Так Яндери это... Суть Яндери в этом и есть. Так. Полумороженое мясо. Маленький шаг для Киричура, лишь чрезвычайная ситуация. Ну давай, покрути. Окей, Елань открываем. Елань открыта. Отлично. Ключ забираем. Елань открываем. Ключ забираем. Елань открываем. Ключ забираем. Елань открываем. Ключ забираем. Круточки хочу. Ладно, погнали. Погнали крутить. Елань. Елань! Елань. Давай, золотая. 76-я. Нифига. Это холодное лезвие. 77-я. О, золотая. Золотая. И это джин. Найс. Это джин. Поздравляю. Ну что же. Не видать мне Елань. Ну ладно. Пускай будет Нафиг она тебе джин. нужна? Джин вообще красотка. Ты видел ее Пускай попку, видел будет- ее пуск- титьки? Ой, блин. Ой, ладно. Эпос о драконоборцах. Ну что ж. Джин так джин. Джин это прекрасно, чуть тебе не нравится. Да блин. Я рад, конечно, но не рад тому, что на Елань не выпала Елань. Где Джинка? Я О, Елань, Славик с Джинкой. я Елань хотел. Так, а Даже чё не ей, верится, Славик с Джинкой. чё ей поставить? Киноварное веретено или драконий рык? Драконий рык. Окей. Хотя у Что меня ж, меч флейта стоит. меч флейта, а я не помню, а он у этого, у Синсю. Ну да, у Синсю можно забрать. Ну Какая стоп, у тебя счастливая девочка есть. джин так джин, чё поделать. Лучшая девочка Манштата. Где Синсю? Ты Синсю. Убираем Синсю.
блин, я Евань хотел. Ну ладно. Я вроде говорил, что я буду рад, если выпадет джин, но нет. Давай, прокачивай меч флейты. Денег нет. У меня нету денег, денег нету. Ну ты Нацуки, конечно. Что ж, я прогорел на Еване. Я прогорел на Еване. На джинку я собрал 2 куска аномасета и 2 глада. Ну что ж, 15-17 тысяч ну ешки. что ж, на запись эту, на картинку ставим Джиночку. джин, да. Потому что она выпала. Я до сих пор ей играю. У меня ее не было еще ни разу, поэтому вот выпало, так выпало. А хейтеры пускай идут. Я не Куда хейтер, подальше? но просто я хотел Евань. Я сяо хочу. А Если мне выпадет, выпадет Кристин, я буду очень рад. а выпадет джин. Если выпадет Джин, тоже буду рад. Я всегда буду рад Джин. Даже если она будет тебя цепить. Не будет у меня ее сушить, я уверен. Она мне столько раз не нападает и не донатит. Ну да, учитывая, что кое-кто 500 тысяч задонатил в игру. Тот самый 73-й. Ага, легенда. Легендарный 73-й. 77-й ты выпало, да? Деда? Угу. Ну, это нормально. Ах, да, мне же еще надо кацин покрутить. Кациночка. Я забыл, мне еще кацин надо покрутить. Вот я кацин хочу. Если мне не выпадет сяо, то я хочу кацин. Если мне выпадет дилюк, я буду настроен. Мне дилюк не нужен. Вот дилюк мне точно. Да, вот мужик, да, мужик, Делюк это еще куда хуже было бы, чем джин. Разы хуже. Потому что я им не играю. У меня есть хутава. Да не поэтому. Потому что мужик. Так, ну чё, Опять за тупые предпочтения. крутим кацин. Кацин. 5 круток? Да. Много. Кабина переговоров, лучшая девочка. Металлическая тень. Кабина переговоров. О, только не золотая. О, Говнецо. церемониальный лук. Слава тебя поставишь, и не меч. Церемониальный лук. А на ком он стоит у меня? Ну говнецо, говнецо. Да иди ты. По-моему, Куджи. Да, Джин, качай. да, у Куджи Сары стоит он. Я Надо... тебя Нифига, я могу его 2 раза пробудить. Геть. Ну говнецо, говнецо. Да иди ты. Куджи Сари само то. Куджа. Так, джин надо качать. Джин не на что качать. Джин, есть, ура, Славику выпало Джин. Я дождался этого дня. Ну не Евань.
Человеку выпала джин. Окей. Он может ее взять. Треснувший зуб практического волка надо. Бесполезный. Ненужный. Конкеров демон, убийца демонов. Иди с моей дороги. Туда, фу. И Ты как там? готовься умереть, дурак. Ну да. Такие диалоги жесткие у Сяо. Смешные скорее, боже. Да. Где там треснувший клык? Вот этот надо, да? Треснувший зуб арктического волка. Принтер мне сказал, ты что там пьяный или что? Он меня спросил, закончил ли я второй Dark Souls, я ответил, как в Доки-Доки отвечаю, это Ладно, пойдемте артерии. Эх, я еще раз проиграл 50/50. Как быстро. А яяку ты не успел докрутить? Мгм. А, ну, наверное, если ты ее докрутил, тебе бы джин выпало. Ну да. Я бы свои деньги ради скина на джин потратил. Он слишком красивый. Ее спина прозрачная. Она там более раздетая. Если мне всем нравится, и то мне зелёный. Может летом будет возможность выбить ее скин. Эх, Или, хотелось бы. или варвары. Нет, Барбаре не надо. Или будет новый летний скин. На Хотао, например. На Хотао было бы хорошо. Тао. Такое. Концепт скина уже есть. Мгм. 9 уровень, эх ты, позорник. М, Мне джин как выпал, я ее сразу пошел качать. у меня нет Сразу возможности. забабахал на 70 У уровень. меня нет возможности прокачать. У меня Дал книг ей нет. дрын крутой. У меня нет книг. Артефакты. Я говорю, у меня книг нет. И денег нет. Сейчас деньги будут. More speed. Ну, я знал, что это не Елань, сразу по силуэту. Только Ну да. появилась. Ну да, смотри. Я сказал, что пожелал тебе делюка, Угу. а с тобой это не сработало, а с моим другом сработало. Ну, со мной сработало, мне джин выпало. Мне же не Елань выпало. Ну не делюк. More speed. Самое главное, что не делюк. Ну да, самое главное, что не делюк. Согласен. Сяо и я-то хватит. С головой. Да, джин-то мне тоже пойдет в Beg пачку. for mercy. Я вообще-то говорил. Но она не только хилит сейчас. Не только она позиционируется как хилер. Помнишь, она у меня 83 тысячи снесла. Ну да. Фул хилер на голову. Средний по 30 носит ты со своей. Хилит еще вдобавок. Или чё? Ну же идеальный персонаж.
Интересно. Если Эх, сравнить сиськи с Моной... Ой, фу, Knights and Моники aristocrats и share the Джин. same cultural Кого больше? heritage. Санихэ. Нет, приписывать свои варианты нельзя. Я только два персонажа сравнил. А при чем тут Моника и Джин? Почему Джин? Ну, не знаю. Ну, Грудь похожа. чего? Блин, а когтей-то нету. Придется идти на когти. Когти, когти. Так, у меня сколько смолы? Мгм. Есть густая смола? А, у меня их 3. Я могу еще потратить. Вот у меня еще есть Камисато Ато. переходная и простая смола, и обычная смола. Давайте вот так вот. Вот выбьешь ты, а я-то дрын крутой. Вот его самый. Будешь наносить по 50 тысяч. Будешь крутым. Угу. Дрын, блин. Наверное, дрын не смогу прокачать. Кого? Чему? Артефакты еще надо. Потому что, видимо, оружие я не прокачаю. А нет, прокачаю. Сегодня пятница, доступно. Ну тогда все, судьба и решила. Судьба решила выбивать за нее когти. Не, лучше бы тебе дизель был. Ну, мне как раз в бездну Дилюк. будет Чичи в одной пачке, а во второй Джин будет. А у меня Беннет Киллер. Барбейтас Гайдас будет. У меня Беннет Киллер. Чай Киллер. Джин Киллер. Бебра еще Киллер. Да Бербра нафиг. Короче, ну 4 Beg киллера. for mercy. Мне с головой хватает. Нет, мне именно 5-звездочный киллер нужен. Shudder. Беннет отличный киллер. Джин отличный киллер. Чича отличный. Ну, Джин 5-звездочный. Понятное дело, что Джин отличный хиллер. Crush. Я-я-я! The Я-я-я! Сама красивая. Я-я-я! Джин это еще и самый добрый манштатский. Shudder. Ну, может быть, да. Вон она клип, правда, ругается. И как не на клине ругаться? Ну, тоже. Ну, клип, террористы Crush. Риан, кто еще будет вроде как? Риан Кадзухи. Нет, Казуки не будет реально. В 2.8 не будет? А-а. Ай, писали. Ну уже лето, ну пора. Ну что вы за люди такие? Ну, жди осень. Осенью, возможно, будет. Да кошмар. Летом не будет. Вот сейчас пройдет Елань, потом будет Ита. Вы-то будет Куки. Куки я хочу выбить. Ита будет Куки. И вот смотри, что будет в конце июля и в августе. В общем, жди. Но возможно не будет. Там будет вот этот вот пацан новый. Пассан! Скоромуча, что ли? Shudder. Нет, это не Скоромуча же. А, Хейдза. Хейдзо. Синакоин Хейдза. Rise. Crush.
Я жду катуху. Да, мы в конце сюжета встречаем нашего старого знакомого. Shudder. Не знаю, там было. Катуха? Нет. Нет. Где? Чего? Он где? Crush. Ну да. В общем, такая подсказка. Персонажа, которого я не смог выбить. Нужен, да? Да. Я его покрутил, а вместо него мне выпала Мона. Shudder. Ганьюй, как мне больше нравится. Причем с Ганьюй. Я говорю, что я его мог скажу. У меня 100% гарант был. Это у меня выбор был, на кого я хочу. Если бы я покрутил битка, я бы не Ты видел? я. Ты видел этот маг свой же пузырь угодил? Ну, неудивительно. Их его не видать. Если меча не выпадет, то я хочу хотеть More speed. цинку. А, цин. Crush. Как? Туру-ту. Че, задание легенд Елань сегодня будет? Ждем. Сейчас я поубиваю вот эти зубы. More И speed. еще надо в чайник зайти. Я. Завтра к тебе в чайник надо зайти. Купить у тебя что-нибудь. Собачку какую. Useless. Кошечку. Да хорош радоваться, козел. Только моих животных не трогай. В смысле твоих животных не трогай. Которые там стоят. Да я чё их трогать-то буду? Crush. Ладно. Если надо достижение выполнить, сделать 20 тысяч в еще одной обители. Ты до сих пор не сделал? Нет, не сделал. Так, для Джи надо еще 2. Давайте еще сходим на квыки на эти. Чтобы, Да. More speed. чтобы до конца все было. Я More пожалуй, speed. не знаю, может я займусь. Rise. Один раз я сегодня с горем пополам, это было непросто. Кого с горем пополам? 11-ю весу завершил с горем пополам. А, Что в третьем зале десятый. там тоже в испытаниях на примагемы чтецы будут. Против чтецов уже привык. Но дело в том, что у меня не 521, да. Мне 523. Я кручу. Shudder. Да и путаю. Life goes on. Абсолютно пофиг. Я кручу. Ай, да мне достижения эти неинтересны вообще. Я их так выполняю я для канала их выполняю. Чтобы людям было хоть как-то интересно смотреть на Genshin. Opening box of adepti tricks.
Я взял первый звездный шап. Съел пробуждение, электропробуждение. Вторая половина руинный молотильщик, стражи руин. Нормально. Стражи руин. Дыхающий рыб. Ну да. Во втором зале Лавачуров. Лавачуру, метачуру. Крил Лавачуров, большой крил слайм, во второй половине Магу Кэнги. Магу Кэнги. More speed. Могу More speed. Я уже могу Кэнки бил, Вот. но не в бездне. О, а в зале 3 Beg for mercy. шапы и механический массив. Shudder. Все, Неплохо. это очень долго будет. Wheel of life. Там только перезарядка. Ладно, я что-нибудь выдумаю. Реакцию на Клеме сегодня ждите, тоже будет. Новое видео вышло у Клеми. После всех вот этих вот еланий там, все вот этого, все вот это пройдем. Life goes on. Опять печально, что елань не выпала. Ладно, пройдем пробник за елань. Яка, Бени. Мона, окей. А ты чуть не сказал Мона. Может мне повезет. Может нам не выпадет 7-й крутки, как у тебя. У меня еще никогда такого везения не было. Может еще не все потеряно. Может есть надежда. Я когда сказал, что мне... Я когда пожаловался, то что мне ничего... Все время все по гаранту падает, мне сразу начало сыпать не по гаранту. Я как будто услышали. Тут может быть, а может и нет. Может совпадение. Ура! Деда с 28-й крутки, Джин с 22-й крутки. 7-й крутки я и Мика. Да. Вообще смех полный. Это вообще как вообще это? О. Ура, возвышаем. И Мика я, наверное, в 12-ю бездну не буду брать. Не впишется она сюда. Блин, только 65 уровень, денег нет. Денег нет, но вы держитесь. Крит урон 50%. Надо хотя бы от первый зал на 3 звезды пройти. Новая бездна, все дела. Так, какие артефакты Джин ставить? Ну, 2 анима, 2 гладиатора. Нормально будет. Что за 2 анима? На лечение? Нет. У меня не. А у меня она не в лечении собрана. У меня она дамажит и хилит. Хилит 12к и дамажит. Крит урон? Ну, 118 на 55 Давай, в крит... хватит вполне. Давай собирайте в крит урон. Виток призрачного аромата и пойдет. Если ты хочешь ее собрать как хиллера, пожалуйста. Я ее соберу в крит урон. У меня она просто критовая, но и хилищая. И хилищая, и критовая. Женщина, я не критую, женщина, я не критую. Что-то сюда как-то сложновато. Ну что-то я и собрал, но... Шапчиками. Такое себе, конечно. Ну ладно. А чё у нее здесь?
При приготовлении идеального блюда с восстанавливающими свойствами имеет 20% шанс приготовить дополнительное блюдо. Ага. Окей. Окей, надо еще ежедневки делать. Ё-моё. Делай. Мне лень делать. Как же их... Мне... Я в бездну хочу идти. Там мне их тоже лень делать, но я их делаю. Ничего не поделать, надо Я делать. ждал бездну. Чтобы она наконец-то обновилась. Она обновилась. Все. Я рад. Ну, в бездну мы тоже пойдем. Но не сегодня, наверное. More speed. Посмотрим. Настя, не разговаривай. Crush. А сначала здание легенд пройти и те два задания. Два подземелья на примагемы. Сюда вот так. Ты подземелье на примагемы-то прошел? Какое подземелье на примагемы? Я не понял, про что ты. Понятно. Подземелье. Ну, события же. Для меня подземелье на примагему это другое. Чудесница, выручи, помоги согреться. Дай мне мясо кого горячего. Дай мне что-нибудь, давай мне. Да блин, помогите Томе согреться. Да. More speed. А, фею надо довести до Томи. Где мой уровень БП? Мне еще надо минералы собрать. На-ка. А БП у меня пока не работает. Ага, я не потратил малу. Делаем проказ. Отлично. Отлично. Хорошо. Так. А бета-тест Ханкай мне не предлагают. Метод. Это уже читали по-любому. Мне надо всего лишь один кусок цельного мороженого мяса. Хорошо, я помогу тебе. Так. Найдите цельномороженое мясо. Мясо. А в смысле, чё устал, ешки? Скоро нет. Чё ты такая? Так. Давай, умирай. Дурацкий лавачур. Авачуру. Должно быть замороженный поросенок. Crush. Блин, его надо растапливать. У меня есть ровно минута. Ну, минута 11 Так, секунд. почта от Пайман. 5000 муры. Минута 11 секунд, чтобы убить магу Канки. Я должен это сделать. Это будет сложно. Ну, я смогу. Next наверное. time, be sure to. Не знаю. Хватит мне урона на импакте. Ура! Якой. Сгоню. Мясо! Ура! Я мясо получил. Ты стал. Very well. Ай! Охуел, что ли? Васюй! Нет. Я походу этого не сделаю. Я так и думал. Ну это издевательство. Могу Кэнки убить за минуту. Ну он 10, 98 он 10 секунд пока будет вставать. Да, он тот еще говнюк. Почему-то он мне напоминает какого-то босса из Dark Souls.
This ability is Нет. excellent. Dark Souls We мне are on higher напоминает... ground. We can do a full recon of enemy Dark Souls activity in the area. More Dark speed. Souls мне напоминает... кое-что другое. Говнеца? Разлом. А, я думал, говнецо. Shut up. Crush. Ай! Ужас, не могу кэнкать. На тебе ульту мою, а я... Beg for mercy. Скоро опять Геншина не будет. Будет, но очень мало. Конюй, дохну. Будет Геншина, но очень мало. Конюй. Ганюй. Блин, как это сделать? More speed. За кого меня держите? Ганюй. На 2 звезды, это максимум. Все. Ганюй. Юй-юй-юй. Гань-гань-юй. Юй-юй. Это за разгон этого. Ламборджини. Так Ламборджини заводится, да? Так заводится машина в стиле юй-юй-юй. Гань-юй-юй-юй. Beg for mercy. Я вот не понимаю такое расхваливание Forza Horizon. Что Forza Horizon лучше, чем Gran Turismo. Вообще нравится. More speed. Когда я ее увидел, я обалдел. Какая же офигенная. Ну, а Gran Turismo 7 чем по. Я не могу Я понять. не видел его. Need for Speed? Beg for mercy. Need for Speed давно скатился. Вот тебе какой-то понравился. Я сказал, Need for Speed скатился. Shut up. Я понял, что скатился. Мне какая разница? С карбона. Beg for mercy. Мне вот стало скучно играть. Ну, кому как, Слава, кому как. Ну, а тебе весело, что ли? Ну Не ты играл, не знаю. латиноамериканскую музыку будешь как будто. Латиносам понравится, да. Shut up. Evil conquering. Worthless. Ну, я нормальный, конечно, урон по могу кэнки наносить. Ну, блин, это все равно недостаточно. Могу кенки только для донатеров. Седьмой. Что-то... 8 уровень что-то вот- BP. Так, у меня 4 минерала. Мне надо еще минералов. Дайте мне минералов. Не дади, мне заслужил. Жопа. Жопа васянская. Булки нацики. Are you Are here to you? play with me? Are you here to play with me? The more, the merrier. Beg for mercy. Давай, Беннет, ульту! Где ты, Мэриер? Иди сюда. Citizens Беннет, ульту! shine low. Ай-яй-яй, как сдохла. Ай-яй-яй, Аяка сдохла. Ай-яй-яй, Аяка сдохла. Аяка сдохла, Аяка Блин, сдохла. сел, Ай-яй-яй-яй. Замочили. сел. Зеленый, по-настоящему.
Настоящий мужик, да? Да, присуха, кубики. Просто worthless, useless, и все, и победа. Ты мне говоришь, как человек, который играет за сел. Ну да. Нефритовый коршун. Ищи меня. О, Почему когда стрим появится? никогда? Это чё, интересная же игра. Офигенная игра. Не будь Иваном. Да если не Иван. Офигенная игра, там все светится. Последний босс вообще офигенный. Да, вообще. Ну. Чё, Иван? Вообще думал, Странно что то, это что Иван перестал заходить. Как-то вообще не. Да он с принтером общается. Ему принтер интереснее. Add Astra. Thank you for Не знаю, не знаю. Принтер со своим депрессивным состоянием постоянно почему-то его прикалывает. Депрессивным? Ну а каким? А какое у него состояние? А чё у него? В смысле? Не понял. Ну ты говоришь ему, Максим, он говорит, нет такого. Ты ему говоришь, ничтожество, он говорит, да, слушай. А, это да. Ну да. Человек, который считает себя ничтожеством, это уже депрессивное состояние. А ты не знал А ты об этом не знал, что ли? Так Dead Inside это и есть человек, который в депрессии. Ну вот, Постоянный. это Юрий. Чтобы не быть постоянно в депрессии, надо найти хоть что-то This интересное. realm is Если это тебе... Если тебе это не нравится, просто выключи это. И включи что-нибудь Пробуй что-то другое. новое. Ну да. Например, попробуй поспать с мужиком, может тебе не понравится. О, господи. Опять ты вспомнил 73-го с этой фразой. Да. Окей, я, конечно, с такого предложения. Ты попробуй, может тебе не понравится. Какой же он все-таки он Ой, не могу сказать. Попробуй, может тебе не понравится. Нет, как он говорит? Ну ты попробуй, может тебе не понравится. Типа такое. А нет, или может тебе понравится, или не понравится, а без разницы, суть одна и та же. if you ever Не, ну не понравится, это прикольно звучит. Могу карьки зеленый. Так, что еще Могу- ПП Могу надо? карьки зеленый. Одолейте 10 боссов, первородная смола, завершите 15 испытаний подземелья, Но, по-моему, могу карьки это не человек. испытание застоя, Это марионетка. марионетка. Угрозы. Угрозы, так я и думал. Ай, блин. Ну всё, Чайник, сейчас ультра я не знаю, что с чайником делать. Что с ним делать вообще? Чем заниматься в чайнике? Я хочу примагемы. А, джин же у меня появилась. Сейчас я могу набор же собрать. Или мне... А, нет, я не смогу. У меня, по-моему, набор снесен этот. Не, по-моему, опять его устроить надо. Там... А, мне же ее надо ставить. Джин ставить надо. Блин. За кого они меня держат? Как снести могу канки за 3 минуты? У меня почему-то набор не собранный пишут.
Тут джин нет. Потому что ты в первом зале копаешься. Ну, в первой половине. Вот а во джин. второй макокенке. Вообще кошмар. Вот джин, но придется набор этот собирать. Зеленый пейзаж 2 штуки. Гладкая О, скамейка. Как по мне, лучше пускай This будет realm- макокенки, чем Мгм. дурацкие птицы. М, Птицы это вообще безобразие. Ай, Да, придется для джина опять набор If you собирать. ever ha- блин. А, это внешний набор, а внутренний набор чё? Для внутренний набор же у меня много собрано. Может тут джин может. Я школьник. Я школьник. А у меня тут у меня Чё? снесено все. Вот джин. Опять переделывать это говно все. Блин. А чё, у меня ни один набор не собран? Как так? У меня же бот. А это что, не набор, что ли? Мне говорит, не собран набор. 5 минут снести могу Кэнди. Ну-ка. Как это вообще можно представить? Барбара Наэль. more speed. Или мне можно его еще раз строить, этот набор? Перестраивать. Ну-ка. Да какой сесть? Какой комиссата Аята? Пригласить надо куда-то. Какой комиссата Аята? Пригласить надо куда-то. Сесть на бутылку. Я не могу пригласить сюда. А чё? Это не набор, что ли? Или я что-то с этого набора удалил? Ну видишь же, этот могу Кэнки пришит, да и что не человек. У него вон нитки идут. Пригласить Хутао Яньфэй. Ганьюй. Кацин Чунь. А Яньфэй я приглашал. Я чуть не помню. Здоров. Ганьюй. Руки на Чунь. Ладно. Я Так. надеюсь, Написано не собрано, а уже вообще-то сделан этот набор. А это что за набор? Я вроде собирал набор уже. Да, Яньфэй в этом наборе, да. А почему написано, что не собрано? Набор-то вот он. Вот же набор-то этот, ё-моё, чё они мне несут-то чепуху, блин. Что вы пели? А этот набор комиссата Аята написано просто. А пригласить нельзя, что ли, в этот набор? Я ничего не знаю. Что за фигня? Почему я могу только сесть? Пригласить кого? Сесть на бутылку. More speed. Есть на бутылку. Непонятно. Ладно, а наверху чё? Умри, тупой могу Кэнди. Так, На я 2 и звезды Мика. кое-как. Жесть. О, джин. Тут есть джин. Сюда можно джин поставить. Джин. Джин. Джин, давай мои примагемы. О, вишапы. Шапы. Говно. Достигли лимита расстановки декора по выступлениям некоторых.
Кого удалить? Ну давайте удалим я и Мика пока. Виша высокого уровня, обожаю. Говно. Эй, Джин, ты куда исчезла? Я же тебя поставил. Вот А, Джин, видимо, в другое место. Вот, ушла. Джин в другое место ушла. Обиделась она на тебя. А, Синсю. А Синсю у меня был Нифига себе, заселен. быстрее решапок завалил. Синсю, Джун Лин, Гуан Юнджин. Еще времени осталось. О, все, бесконечный механический массив. Погнали, чё. Не будем тянуть резину за яйца. Так, О, набор для Сяо есть. нет, нет. Нет, брат. Не надо, брат. Нет, брат, подумай, что ты делать. А Синсю у меня и так есть. Embrace яйца. Как она бы... А Джин куда ушла тогда? Джин, наверное, куда-то на улицу ушла. Ну, обиделась она на тебя, непонятно, что ли. More speed. С чего ей обижаться на меня? Плохой. More speed. А, вот она. Whenever I go for a stroll around Mondstadt and see the citizens happy and free, I feel deeply inspired. The knights perform our duty precisely so that the city's residents may live in peace. The atmosphere in this park is excellent. Thank you. Тебе спасибо за примагемы и за деньги. Пенти, Розария, Барбара, Кея. Табели. Ну-ка. Ешка Ганьюй. Гань, гань. И целая ульта Яки по 22 тысячи. Ни хрена. То есть надо Винти еще. Еще Винти. Винти! А Каджина еще куда-нибудь можно запихать? Ты только ей можешь запихать. Не, ну понятное дело. Ай, говно. Массив, говно. Так, тут Евани и Ганьюй. Ганьюй у меня есть, его нет. Тао Елань. У того тоже есть. Чичи, ну я не знаю, как вот. Я не знаю, как вот это построить. Путешествие к звездам, к безднам. Как это построить? Как? Палатки с громоотводом. Время искателя приключений. Где вот это построить? Вот эти 4 штуки, я не знаю где. Ой, блин. Ничего. Так, тут надо Беннет, Чичи, Wait, это старт. Чун Юнь, Фишель, Альбеда Элой. Элой. Здесь надо Дилю Это Кея. звучит почти так же, как и Эла. Дилю Кей. Ну, Элой-то она читается Элой. По-другому никак не читается. Она и по-английски Элой пишется. Да и насрать мне на твой английский. Это кто, Джин или кто это? Или это не Джин? Джин Гор
Ими. А, это Яймия. О, Куджа Сара предпочитает комплект только один. Тренировочный лагерь. Блин, для Куджа Сара надо выстраивать кучу. Кучу для Куджа Сары, кучу. О, для Куки появился. О, Куки. Куки в лице света Сакуры. Там еще Джин мне должна примагему дать. Если мне скажут, ничего тебе Джин не должна. Не обязана. Нет, я ее там поставил вместо я и Мика. Да и Мика тебя не простит никогда. Ну так это ее комплект. I never thought that such a perfect study could exist outside the Knights of Favonia's headquarters. Ну, кабинет, короче, в стиле штаба Орда I Фавона. would certainly feel at ease here, whether it be while reading or working. Thank you, Honorary Это Knight. потная I am катка very против satisfied. механического массива в бездне. Ура! Потная катка. Джин довольна, все. Покрутить. Я вот не могу покрутить все равно. Эх, покрутить. Геликоптер, геликоптер. О, карта есть. Карта дома есть, прикинь. Чайного? Вот этого, да. Геликоптер, геликоптер. Коптер, коптер. Паракофа, паракофа. Чё я так смеюсь с этой песни? Так, ну все, наверное. Теперь надо идти. Задание легенд, выбрать Цисин. Ну, Ай, чё? ай, что-то больно! Генераты. Бомжары. Тупые роботы. Ну чё, сюжет, съелай. Не отдыхающие Traveler, роботы. Paimon, Дебильные роботы. it's been a long time. Хуэйсинь. Хуэйсинь, блин. Хуэйсинь. И насрать. Как тебе такое имя? Нормально. Только они не говорят Хуэй, они пропускают И насрать. Fancy meeting you here. How's work these days? Thanks to the help of people like Как you and учитель. colleagues like Ganyu, better all the time. Благодаря тебе и Ганюй! У меня получается все лучше и лучше. But I've been feeling distracted at work lately. I just feel constantly agitated. Что-то случилось? It's a long story. But my father, he's thinking of stepping down from the Tianshu position due to health issues. What's wrong with Uncle Tian? Nothing specifically. He's not unwell. He says he's just increasingly low on energy these days. He's always said old age comes for us all in the end. Still, I just can't help but feel a little emotional watching it happen to him. Anyway, my father's currently on the second floor of Yangsheng Tea House. Why don't you come pay him a visit with me? He seems very fond of you too. I'm sure chatting with you will make him very happy. Sure, let's go. Так, призрачная орхидея, глава 1, расчетливый гамбит, новая глава. Гамбит! Так, в этом доме, что ли, он? Хозяйка чайно думает, чуи, квык, алебарда дзи. Вот он, дядюшка. Дядюшка Тянь. Uncle Tian, we're
Oh? What a lovely surprise. Welcome. Oishi, why don't you go downstairs and get the shopkeeper to make us a fresh pot of tea? Мяу, там кошка. I Мяу. heard that you've been traveling all over the place recently. I would very much like to hear your adventure stories. Мы больше беспокоимся о вашем здоровье, дядюшка Тянь. Hoishin told you, didn't she? Don't worry. I'm quite all right. It's just the years gradually catching up with me. As I grow older, I'm starting to find that with many things, though the mind is willing, the flesh is weak. Especially recently, I've noticed a rather drastic drop in my energy levels. I am still very much in good standing as the Tianshu today. Nevertheless, I wish to pass on the position before my mental acuity begins to decline beyond redemption. How difficult is it to transfer the Tianshu position? Oh, well, you see, the Tianshu is a rather unique position among the Liyue Qixing. Historically speaking, the Tianshu rarely appears in public. We stay behind the scenes, planning and giving advice, so a public selection process would not be suitable. We also want to keep any prospective Tianshu candidates free from influence by outside forces, so we tend to be as discreet as possible in their assessment and appointment. Ну а что, это правильно. For these reasons, the incumbent Tianshu typically recommends their candidate of choice, and this is then approved by the other Qixing members. So in other words, you pick someone, and then Lady Keqing, Lady Ningguang, and the other Qixing appoint them? Кочин. Леди Кочин. Кочин. Correct. Unfortunately, due to my health, I won't be able to assess every candidate myself. Not to despair, however, because I found someone exceptionally capable to act on my behalf as assessment officer. In fact, I believe you recently became acquainted with her yourself. А, вот кто экзаменат. Понятно. Oh? Who is it? Да легко догадаться. I'm heartbroken. I thought it might take you a little longer than this to forget all about me. It's Yelan! Jackpot. Uncle Tian here asked me to assess 3 candidates for him. Fancy joining me? You'll be among the first to get to know the next Tianshu. Might be a good opportunity for you. What do you think? Да, это хороший шанс. Paimon thinks so too. It can't be a bad thing to be on good terms with a new Qixing, right? Alright then. Though, I gotta say, Uncle Tian, you say you're into behind-the-scenes planning? My work's of the covert variety too. Don't you think I might make a good Tianshu? Huh? Yelan, you want to be the next Tianshu? I'm not opposed to the idea, but I suspect Ningguang wouldn't let you go very easily after how long you've been working together. So, how about this? If your investigation reveals that none of the other candidates are qualified for the position, I'll recommend you for the job. Deal. Well, you guys take your time. Everything's all set for the assessments to go ahead. Meet me on the first floor when you're ready. Until then, have a pleasant conversation. Oh, and no need to pay for your tea. As the new owner of this fine establishment, this runs on the house. Рассказать дядюшке Тяню о последнем приключении, подходите к двери чайного You're all дома. set? Uncle Tian seems really worn down. It's like all his energy's gone. Yeah,
It may sound harsh, but Uncle Tien is past his prime. He's not cut out for this anymore. So he's recommended 3 candidates. Their names are Qianwei, Mingguo, and Zhi. Qianwei is a wealthy entrepreneur. Mingguo works at the Liyue Ministry of Civil Affairs, and Zhi is focused on study and travel. Try to keep all that in mind. Of course, it doesn't really matter if you forget, since we'll be assessing them at Yuehai Pavilion in a short while. Qianwei, Mingguo, Zhi. Paimon should be able to remember their names, but what does the assessment involve exactly? Let's leave that until we get to Yuehai Pavilion. All right. Heads in the game, people. The stakes don't get much higher than a change in the Qixing. We can't afford to miss anything, no matter how small. Got it. We'll keep our eyes wide open. Выбор Цесен. Отправляйтесь в павильон Лунного моря и проведите экзамен. Экзамен. Е. More speed. Собираем шелковиц. Пригодятся, и в лазурной лилии насобираем. My legs are getting sore. What is wrong with this assessment officer? This is a huge occasion and I don't even get a chair. I've dealt with all kinds of people in my time, but never have I been made to stand while I'm waiting for an appointment. Oh, I mean, I think it's fine. That's called being complacent. If you're happy to just accept the way things are, you'll never be able to change anything in the future. Oh, come on. That's just... Now you're just... being unreasonable. All right, you two. Let's not get into a big argument over this. It's not worth it. Все такие странные кандидаты. Qianwei, that was a bit uncalled for. And Mingbo, cut him some slack. We've all been standing around for a while. It's natural to be getting irritable. Look, how about this? There's no rule saying we're obliged to stand up while we wait, so why don't we borrow some chairs from the guild nearby? Fine. They're not the best quality chairs, to be sure. But under the circumstances, it would be better than nothing. Вслед за Елань вы входите в экзаменационный Looks зал. like all 3 candidates have arrived. Так, эти трое? Mm-hmm. We'll meet them formally soon. Before that, let me run you through the assessment process. I've split it into 2 stages: current affairs and planning, and face-to-face interview. In the first stage, candidates are required to submit a manifesto for Liyue's development. In the second stage, we will ask them some questions in person. Writing a manifesto takes time, so I informed them of this requirement in advance. These are the reports they submitted. Wow, one of them is really thick. It's also worth mentioning a stipulation I gave them. Whoever is appointed as the new Tianshu will be expected to implement their plan as put forward in their manifesto. Failing the occurrence of some cataclysmic event, they will not be permitted to change their plan. Therefore, these 3 piles of documents in front of us represent where each candidate stands on key policy issues. There's still some time. Have a skim through, get a first impression of what each person's proposing. I'll be waiting off to the side. Just let me know when you're done. Прочитать их дела, что ли, надо? Изучите план кандидатов. Ну такие тут. План G. План G
Весьма разносторонне охватывает внутреннюю политику, международные отношения, контроль и другие аспекты. Основное внимание уделяется решению проблем, предлагает простые и ясные решения. Работа очень объемная, времени хватило только на то, чтобы пролистать. Решение проблем. План Сяньвэя. План Сяньвэя затрагивает многие вопросы, торговли отличает глубоким анализом. Кажется, он считает, что правила и выгоды совершенно необходимы. Торговля, окей. Нет, его не будем. План Минбо. План Минбо всесторонне охватывает внутренние дела и благосостояние людей. Кажется, Минбо убежден, что величайший идеал создания мира. Угу. Поэкзаминируйте кандидатов в действие с Явай. Finished, huh? What did you think? Everyone took it very seriously. Of course they did. They have the chance to be picked as the new Tianshu, so you can bet they're putting their best foot forward. And keep in mind, whoever gets in has to execute their plan as written. Nobody wants to have any regrets. А что ты думаешь, Явань? That's for me to know and you to find out. We can talk more after the interviews. We'll see the candidates now. Let's do one at a time. Start with Chenwei. Yes, ma'am. Ли Ань приглашает Сяньвэя. Oh, so you two are the assessment officers, are you? I had assumed that given the great import of this situation, Lady Ningguang would perhaps be assessing us in person. I certainly hadn't imagined I'd be seeing two entirely unfamiliar faces. I trust you've read through my manifesto? I'd be more than happy to clarify any details you found difficult to grasp. It was written with an expert audience in mind, after all. Mind your tone, mister. Relax. It wasn't intended as a personal slight against anyone in particular. I was simply stating a fact. Экзаменатор пойман. Это ты у хранителя облаков? Cloud Retainer? You know this Adeptus? Oh, yes, I remember now. You must be the traveler that people are constantly talking about. Тут ты это знаешь. With your sterling reputation, you must have a respectable level of erudition. Perhaps you will be able to understand the concepts I have put forward. Явань заканчивает беседу с Сяньвэем, просит его. Is it my turn? Да, уже твоя очередь. Yes. Please introduce yourself. I'm, Mingbo. I work in the Ministry of Civil Affairs. Окей. I've worked there for, 9 years. Мне не нравится он 5 в очках. and 3 days. In that time, I've handled, Да 2,347 еще он cases. ужасно неуверенный. Ужасно неуверенные люди не могут быть, так сказать, управлять каким-то там, быть опорой небес или еще чего. I have 12 active cases at the moment. They should be concluded in, 16 days? My current work is related to urban planning, and I'm also responsible for, auditing the accounts. To be more precise, there are 3 parts to the accounts, namely... Is it just Paimon, or is he not very good at public speaking? Ну да. You know what? Let's leave the self-introduction there and move on to some questions. Oh, okay. Sorry. Явань заканчивает беседу с Минбо и просит его позвать Джи. Hello. Первый самый лучший. Not gonna lie, I'm feeling a little nervous. What would you like to know? You're here to assess me, so ask away and I'll answer your questions to the best of my ability. Your manifesto is very wide in its scope, but you don't seem to be personally involved in many of the specific fields. How can you be sure that you have the ability to put your plan into action? Прямо в лоб. Very fair question. I completely understand where you're coming from. But I'm confident in my plan. I've visited many different places, talked to lots of people with far more expertise than myself, and my manifesto is the conclusion of these efforts. Of course, 2 different problems can be interconnected in very complicated ways, and you might reach 2 very contradictory conclusions depending on which one you're focusing on.
What I've tried to do is strike a balance. In other words, present an optimal solution to all the problems as a whole. How do you plan to determine whether you are right or wrong about your proposed solution being the optimal one? A great question. Well, I'd start by having my colleagues and the secretaries of the Yuehai Pavilion evaluate any proposals before implementation. Post-implementation, it would all come down to the results. If it turned out that my judgment was to blame for poor results, I would take responsibility. Nice answer. All right, next question. Иван заканчивает беседу, Джи просит его выйти. He seems like a great guy. Everything he said was thoughtful and logical, and he was just a pleasure to listen to. Ну да. Here's my take on what we just learned. As you saw, Qianwei is highly knowledgeable. He proposes many excellent ideas in his manifesto, which effectively target the big issues. Да я тоже считаю, что Чань Вэй самый лучший. But he is very proud and incredibly stubborn. He doesn't care much about other people's feelings. Ну да, в этом да, но зато он прямолинеен. Mingbo's plan is more thorough and more measured. You can tell he's meticulous in his work, very detail-oriented. Минбо вообще какой-то странный. But he and Qianwei are otherwise polar opposites. Mingbo is not very articulate and comes across as very timid in conversation. Ну да, такой не может быть каким-то управляющим лидером. Perfect summary. Paimon couldn't agree more. You're good at this, Yewan. Last but not least, JRE. His manifesto is full of pertinent details, his methodology is sound, and his proposals cover a broad range of fields, which is quite a rare feat. The depth he goes into in each and every area means it can only be a product of painstaking work. Plus, he is modest and good at dealing with people. Как можно быть скромным и хорошо ладить с людьми? Это как-то не сочетается. But what really interests me is that many of his views happen to coincide with Uncle Tien's. Having someone like JRE take the position would certainly put Uncle Tien's mind at rest. Great. We'll see. Let's go back and report to Uncle Tien. Мне кажется, они выберут Джи. А мне выбрать не дадут. Я выделю тогда к дядюшке Тяню. Дядюшка Тянь. Васянь. More speed. Ну чё? Вы обсуждаете с дядюшкой Тянем процесс проверки. I see. Then it's more or less as I anticipated. All right, then let me ask this. The ideas in JRE's manifesto are very similar to your own. Is there any particular reason behind this? Oh, I didn't want to say anything when I gave you the list of candidates, for fear of affecting your judgment. But I can tell you now. Those 3 candidates have all studied under me in the past. It's only natural that they share some similarities with me. Понятно, и все его знают. Все его ученики это не левые люди. But Qianwei went on to focus on his business, and Mingbo has always been occupied with his work at the Ministry of Civil Affairs. Of all of them, JRE was with me for the longest duration. Ну, значит, Джи надо давать звание. Whoa. So how did you get to know them all, Uncle Tien? Qianwei was referred to me by an old friend. Mingbo came to my attention in the course of my work. As for JRE, that was pure happenstance. We first met while fishing. Gradually, as we got to know each other, we started discussing all sorts of topics. JRE came from a poor family, and his parents died when he was very young. But he was a gifted student and a fast learner. Блин, Джи из бедной семьи, да еще и потерял родителей, наверное, с Джи лучше дать это звание. Если дадут выбор.
He reminded me of a younger version of myself. So I started out giving him a few words of advice when we were out fishing and noticed how quickly he got on. Он тебе как родной. Quite. And now, all of a sudden, he's grown into a mature young man. It's a joy to see, but it also gets one thinking. The young are growing up, and I am growing old. How time flies. No one can escape the cycle of life. I don't know, Uncle Tian. You still seem in pretty good shape to me. You might have another few years of work left in you, don't you think? Oh, you. There's really no need to console me. Having less energy than I used to isn't such a bad thing. It just means I finally have a good reason to retire and spend my days doing what old men like me should be doing. Going fishing whenever I feel like it. Sounds like you sure love fishing, Uncle Tian. Блин, нравится рыбалка. Ooh, there's nothing quite like fishing to pass the time. Ooh, and freshly caught fish, they make the most beautiful fish soup with barely any preparation required. Fresh fish soup. Sounds tasty. Doesn't it? Also, some time ago, Jerry purchased a very special recipe from an old fisherman. When we've been fishing recently, Jerry always brings some extra ingredients he prepared in advance. Oh, the addition of these makes the soup taste even more wonderful. That flavor makes for a fond memory. But at my age, who knows how many more chances I have left to taste it again. Еще долго-предолго. Oh, can Paimon come next time too? Paimon really wants to try it. Let's get back to the matter at hand. Uncle Tian, we've reported back. Do you have a verdict? I appointed you as the assessment officer, and I trust your judgment. Had you not asked me why Juri's ideas were so similar to mine, I was not going to mention my history with any of them. This decision must be guided by what is fair and right. Please disregard all other considerations and make your final decision only after a thorough review of each candidate's talents and capabilities. Remember, you must be thorough. Understood. Come on, let's go talk somewhere else. Bye-bye, Uncle Tian. Look after yourself. Я уже выбрал. Если не выбор был. Вы выходите случайно дома вслед за Явай. It's gonna be JE, right? His manifesto was written well, and he's the best speaker. Easy. Let's not rush. There's no time limit for this assessment. Huh? So, are you gonna give them more tests or something? No, nothing like that. The assessment itself is complete. But let me give you a word of advice. Things are not always as they appear. The biggest no-no in intelligence work is to only get information from the person of interest themselves. The truth is almost always hidden beneath many layers of deception. You have to get information through many different channels. For example, Wenyuan, Shanghua. Yes? Lady Yelan, what are your orders? Ugh! Who are they? Where did they come from? Did they scare you? These two are Wenyuan and Shanghua. They work for me. У Явань еще и подчиненные есть. As my trusted assistants, they are always standing guard nearby. They also perform various assignments as required. Shanghua is a business expert who gets his information by trading. Wenyuan relies on word of mouth. And there's also Upei, who's,
not here right now. That meathead must have been out there on sea surveillance for some time now. Is he all right? I seem to remember that he can't swim. Nothing can take that guy down. Certainly not a little wind and waves. Shenghua, visit all the commerce guilds and look into Qianwei's background. Wenyuan, go to the Ministry of Civil Affairs and look through Mingbo's work files. Yes, ma'am. So what about Juri? Zhi, well, obviously, as the most promising candidate, we will be investigating him ourselves. Let's go to the docks first. Lots of people passing through there. You can find out all kinds of things. If we're looking for information, why don't we try talking to Bulai, the owner of Wanyu Boutique? He does business at the North Wharf. Maybe he has some news for us. That's actually not a bad idea. Let's go and ask him. О, книги дали. Так, качать джин. Джин. Хотел мону качать, но проявилась джин. Будем качать джин. 17 уровень джин. А я сейчас качаю дружбу. Кому? Аяки, Ника и Моня. Каким способом? Кормишь их? Ты просто играешь за них. А, Кормил я их еще. я проговорю задание легенд. What's Bulai doing here today? А как думаешь, почему я молчу? Молчи. Look, your asking price for this batch is just too high. I can't buy in at this price. How am I supposed to turn a profit? Девушка в очках. Девочка в очко. Come on, hear me out. I'm telling you, this is the single best batch of Отборные Sunset ever. You закатники. won't find anyone who disputes that. Василий, отборные закатники. У меня этих закатников. I accidentally dropped one into a well, and even the water turned sweet. Так, Когда я случайно уронил один бот в колодец, вся вода в нем стала сладкой. Even so. Alright. I'll let you in on a little secret. The boss of Second Life also wants to buy from me, but I haven't responded yet. If you won't take him, I'll just have to partner with them instead. And neither of us wants that. Okay, well, when you put it that way, I'll accept your asking price. I'll take all your stock. Don't sell a single one to Second Life. Торговец, обговаривавший цену, сбываем, ушел. Oh, what are you doing here? And to be clear, these Sunsetias are mine. I got to them first. Don't get any ideas. Да не нужны мне твои закатники. Нам и не надо. У меня в сумке много. Actually, we want to ask you about a guy called Juri. Have you heard of him before? Juri? Yes, he's quite well known. I've heard a story about him. They say he was born into poverty. His parents died when he was young, and he was treated cruelly by the local community. One of his neighbors was terribly rude to him all the time, but Juri never retaliated. And when his neighbor went bankrupt, he even helped support the family. Нифига себе, какой Джи благородный. He returned cruelty with kindness, injustice with peace offerings. A gentleman of talent and character, and... how did I not notice him sooner? In fact, maybe I'm not too late. If I could hire him to be the brand ambassador for Wanyo Boutique. Oh, he sounds like a decent man. We can finally breathe a sigh of relief. Why are you asking about him anyway? You aren't looking for a brand ambassador too, are you? Well then, in that case, the higher bidder takes the... Ah, that's Juri right over there.
Why don't we go and talk to him? Where? Where? It's him, all right. Looks like he's chatting with Linlong. Come on, let's follow them and listen in. Try not to let him see you. We want this information to be as truthful as possible. I'll just go and fetch an employment contract. And hey, don't try and cut me out of this. Hey! Эй! I understand. Let's walk and talk. Блин, опять слежка. So, you were looking to buy a wineware set? Oh, now I can see that you're a connoisseur, so I won't bother trying to con you. I trust you understand our shop quite well? The truth is, an old friend of mine who likes to have a drink now and then. What are you waiting for? We won't hear anything at this rate. Иван сомневается в ваших навыках слежки. Что? Try not to let him see you. We want this information to be as truthful. I understand. Let's walk and talk. А вот и Иванович тут. So, you were looking to buy a wineware set? Oh, now I can see that you're a connoisseur, so I won't bother trying to con you. I trust you understand our shop quite well? The truth is, an old friend of mine who likes to have a drink now and then. He fancies himself as a man of culture, but doesn't care for needless extravagance. So I thought I might buy him a set of high-quality fakes. How very thoughtful of you. Leave it to me then. Come and collect it at Shigu Antiques whenever is convenient. Thank you very much, Miss Linlong. It's my pleasure, Mr. Juri. These days, it's quite rare for someone of your standing to still keep up with their old friends. It's nice to see. I'll be sure to pick out a good set for you. You can count on me. Juri seems to get along really well with everyone. Are you satisfied now, Yelan? Seems like everyone thinks Juri's a great guy. We shouldn't jump to conclusions just yet. Let's go check out the wharf where he usually goes fishing. Ну да, он может притворяться. Do we have to? Wait, you're not just trying to dig up some dirt on Juri because you want to be Tianshu yourself, are you? Maybe I am, maybe I'm not. But hey, if I do become Tianshu, I'll look out for you guys. You'll be able to try all the finest food for free. How does that sound? We will? Well, come on! Off to the South Wharf we go! Блин, как легко подкупить Паймана, а? Всего лишь сказать, что будет бесплатно жрать. Все, она согласна. Сили, если бы тебе сказали, что ты будешь постоянно бесплатно жрать, ты бы согласился? Смотря на что. И да, я не продажный. А вот Пайма согласилась сразу. Окей. Не-не-не-не-не. Меня не подкупишь. Ладно, посмотрим. The wharf is as busy as ever. I hear the anglers here sometimes sell their fish to the nearby fishmongers. Let's see what Uncle Soon has to say. Так, знать в лицо, поговорить со стариной Сунем. Welcome. What Бедный would you like to шел buy today? кое-как. Но 12 этаж за 3 это
очень сложно. Подожди, я со стариной Сунем разговариваю. Я хочу расспросить тебя об одном человеке. Sorry to interrupt. We're actually members of the Liyue Anglers Association, and we just wanted to ask a few questions about someone. А Елань, ты хитрая. We've heard about this young man called Jur-E, who's supposed to be a fantastic fisherman. Just wondering if you happen to have heard of him? Whoa! Yeon made up a whole fake identity without batting an eyelid. Потому что врать для нее, видимо, это нормально. Ah, yes, Jury. He's been making quite a name for himself recently. I've got some friends who travel all over the place, and they tell me everywhere they go they meet someone who's heard of him. Apparently, he had a rather tough time growing up. Had to work several jobs alongside his studies to make ends meet. How does that saying go? What doesn't kill you makes you stronger. Well, if there's anything to that logic, he's sure to be phenomenally successful one day. Yeah, we think so too. But I'm afraid your Anglers Association might be in for a disappointment. Oh? Why's that? He's good at a lot of things, but fishing isn't one of them. He fishes at the wharf and sells what he catches to me on occasion. His catches are always mediocre. Not terrible, but equally nothing to write home about. If you're looking to recruit some new members, though, I do know a few top anglers I could put you in touch with. А нам и не нужен любитель ловли рыбы. That sounds fantastic. I've got a couple of other things to attend to right now, though, so why don't I come back some other time and we can chat over a drink? Sure thing. See you. Everywhere they go, they meet someone who's heard of him. Come on, let's keep asking around. Продолжайте поиски следов на пристани. Или находится где-то в общей. Окей. Here to buy some fish? It's 300 for one or 3 for 1,000. Покупать рыбу. Одна рыба 300 море, 3 рыбы 1000. You better hurry. When they're gone, they're gone. Hello, we're from the Society for Fish Price Research. We'd just like to ask a few questions. Серьезно? Юань так легко может. Wow, she switched identity again. Society for Fish Price Research? I haven't done anything illegal. Stay out of my business. Please, don't worry. We're just here to conduct a simple survey. We've heard about a certain Jur-E who's been selling fresh fish at low prices in this area recently. Do you know anything about this? So this isn't about me. You should have said something, you know. I know the guy. I can tell you what I know. I haven't heard anything about him selling fresh fish at low prices, but it wouldn't surprise me if it was him. Oh? Why is that? Because he's so poor. His parents died when he was very young, and his alcoholic father still owed a huge amount of debt. No one wanted anything to do with him. Понятно. He was still a kid when he first came to the wharf. His clothes were ragged, and he had a bandage wrapped around his head. And he managed to survive, thanks to Uncle Tien, who gave him some food. But still to this day, he doesn't have a lot of mora to his name. I mean, he can afford to eat and everything, but you'll often see him haggling with others over just a few mora. So, I wouldn't be surprised to find out he's been selling a few fish. It's not like he catches much anyway, so it's not going to affect my business. Don't tell him I said that. Ты еще хуже, чем я ожидал. You'd rather he didn't know? Well, I spoke to him once briefly, and I just had a feeling that he really cares what other people think of him. I think he has pretty low self-esteem, but hey, it's hardly my place to say anything. What he's achieved already puts most people to shame. And nobody's perfect. I just wouldn't want to upset him. That's all. I see. Well, thank you for sharing that with us. Not a problem. And just for the record, there's absolutely nothing wrong with the price of my fish. The more times you say it, the less convincing it becomes.
Doesn't have a lot of mora to his name. Okay, let's keep going. Пока ничего плохого я не вижу. Hey, it's you guys! Wait, what's the phrase? Oh yeah, honored to meet you. What brings you to me? The truth is, we are but newcomers to this territory. We heard tell of a great martial artist, Master Dugu, who knows everything there is to know. Hence, we sought you out to ask for your guidance. Really? People said I know everything there is to know? But of course. We also heard that Master Dugu is a kind and virtuous swordsman who never turns away anyone who comes with questions. Great! So what do you wish to know? Nothing happens on this street that I don't know about. Now she's lying to a kid. Ну да, она всех обманывает. Но ведь Дугу что выглядит таким счастливым. So, Master Dugu, have you heard of one by the name of Jur-E? Sure have. You mean that guy that all the grown-ups are talking about these days? I've heard many tales of Juri. For example, I can't remember. Probably because it's nothing that important. I prefer stories about sword-fighting heroes. Oh, I can completely understand that. Then let me ask you this. Do you remember roughly when the grown-ups started talking about Jur-E? Oh yeah, I know that. It was about 2 or 3 months ago. Before that, people always used to talk about Juri in a kind of nasty tone of voice. But 2 or 3 months ago, suddenly everyone started to like him. Sometimes he gives me candies, so I'm glad that people are starting to like him now. Just as I thought. Huh? What do you mean? I mean, just as I thought, Master Dugu is indeed as kind and virtuous as the legends claim. I'm not that great. Oh yeah, one other thing. These days, there's a lot of people I've never seen before talking about Juri stories in the street. They seem like nice people. Oh, definitely. Great! So next time I see them, I'll say hi. And I guess I can share some of my candies with them too. Certainly. You can also tell my friend in Genshin Tea House about what they're up to. I'm sure my friend would also like to say hi to them. Thank you, ma'am. You're welcome. Well then, fare thee well, Master Dugu. Until we meet again. Сказал farewell, то есть прощай навсегда. Any of that sound strange to you? Ага. Strange? What was strange about it? Juri seems to have a great reputation. Uncle Soon and Uncle Gao spoke highly of him, and Dugu Shuo seems to like him too. True. But the issue is, where did his sudden celebrity come from? It almost seems too good to be true. Да он, наверное, в казино выиграл. Sudden? Too good to be true? What do you mean? So he returns cruelty with kindness and had to work to support his studies. These are the kinds of things that make someone well known in their hometown. But Uncle Soon said even his friends who travel far and wide hear about him wherever they go. That's a little over the top, if you ask me. А может он шпион? Do you remember what Dugu Shuo said about Jur-E's stories? Clearly they left him with a good impression of the guy. But beyond that, he wasn't interested in the details. That's the reaction I would expect from any normal person. Plus, there's the fact that all this praise of Jur-E has only been happening within the last 2 or 3 months. His childhood, his studies, the thing with his neighbor, none of these are recent events. So why are these stories only going around now? When you put it like that, it is kinda strange. Of course, if that's all there was to it, I wouldn't look into it any further.
JRPG was born into a poor family. Paying people to get his stories out there is within the rules of the game as far as I'm concerned. The problem is, do you remember what Uncle Gao said about him? He's stayed poor his whole life. Everything he's earned he's either spent on studying, traveling, or paying off debts. I don't think he has the mora to pay for a publicity campaign. Тут помогал ему. Right. And that changes everything. It can mean a powerful faction is trying to gain influence over the Liu at Xixing. That's the worst case scenario. But all too often, the most pessimistic speculation turns out to be closest to the truth. Someone's trying to gain influence over the Qixing? That sounds serious. What should we do? Even if we asked Jiri about it, surely there's no way he'd admit it. First, we need to find out who's supporting him. Don't worry, I've got a plan. Remember the current affairs and planning stage of the assessment? Since the successful candidate is duty-bound to implement their plan after taking office, their manifesto tells us their stance on key issues. Whoever is secretly helping JRPG must be seeking to benefit from his actions after his appointment. So, we should be able to find some hints in JRPG's manifesto on who we're dealing with. Come on, let's get back to Yansheng Tea House. Видимо, да, может быть, у него не было выбора. Почему-то кажется, что он слишком хороший. JRPG's manifesto covers a huge range of topics. Looking for details that don't add up will be like trying to find a needle in a haystack. I'll divide the reports into two piles. You take one, I'll take the other. Елань, я разделил. Heads together. Я разделил. Елань, я разделил. Не разделила, а разделил. Officially, the assessment is already over, and I'll be expected to announce the results before long. So we have to get to the bottom of this as quickly as we can. Yikes! We better hurry! Whatever else Uncle Tian might think of JRPG, the fact remains that he's one of his favorite students. Any evidence he's left is not going to be immediately obvious. We'll have to look carefully and think critically. Возможно, Елань, куда кандидат... Да, кандидат правильный. Even though Yelan took half, this is still a lot to get through. Well, we gotta start somewhere. Прочитай раздел о море, прочитай раздел о добыче ископаемых, прочитай раздел о дорогах. Давай о море. Под влиянием определенных факторов в последние годы шторм на море усилился. Рекомендуется создать особые патрули для противостояния морским монстрам. Корабли будут располагаться в общих чертах, описывать построение береговой охраны. С одной стороны, это надо, конечно. С другой стороны, морских монстров я не видел. Кроме каких-нибудь бешт. Прочитаю раздел о добыче ископаемых. В народе есть много версий, как властелин камня даровал богатство, спрятанное в горах Лиуэ. Однако, поскольку добыча в разломе приостановлена, многие проекты закрыты. Работники кузницы Черногория уже долгое время находятся возле Золотой Палаты. Поэтому, если появится подходящий проект, то их можно отправить туда. Зачем? В общих чертах описывается добыча полезных ископаемых, строительство тоннелей и исследование руин. Ну, если разлом закрыт, зачем туда добывать? Зачем туда еще людей-то отправлять? Интересная логика. Прочитаю раздел о дорогах. В каменном лесу Хуагуа, на пике Циньюнь и в других местах находятся крутые обрывы, поэтому транспортное сообщение там развито слабо. Вершины соединены подвесными мостами.
по которым опасно ходить, не говоря уже о перевозке грузов. Но эти места богаты лекарственными растениями и полезными ископаемыми. Если построить дорогу вдоль горы, то все будут только рады. В общих чертах описывается план строительства мостов и дорог. Ну, тут не знаю, может быть и нормально. Строительство. Все, не буду читать. All this reading is giving Paimon a headache. Let's take a break. Looks like I'm the first one back, as usual. Oh, hey! It's one of Yeon's little helpers, Shanghua! If you're back, that means you finished investigating Tianwei, right? You betcha. I visited all the commerce guilds and gathered a wealth of information. Every time they asked me to leave, but I always had another trick up my sleeve. Don't drag this out. Just tell us your findings. Yes, Lady Yelan. To summarize my findings, most people who've had interactions with Tianwei will start out complaining about how proud and arrogant he is, but then go on to give a generally positive appraisal of him. Высокомерный, понятно. The young master of the Feiyun Commerce Guild said that Tianwei appears arrogant, but he's very scrupulous in the way he works. Опять высокомерие, окей. Везде все про высокомерие говорят. Once he signs a contract with somebody, he treats them fairly regardless of their background. Who'd have thought? Is it possible that his reputation is fake? Is there any way you can check the accounts of the businesses under his name? In theory, that should be very difficult. But here's the thing. I asked around and found out that almost all of Tianwei's accounts are open to the public. Where he buys from and sells to should be confidential business information, but he doesn't seem interested in protecting it at all. Tianwei often sees business opportunities that others don't, but once he's made enough mora off of it, it's like he gets sick of it and releases all of his trade secrets. It's like he wants people to know that they still can't beat him, even if he shares all of his secrets. The fact that someone like that can still make mora is pretty infuriating when you think about it. What a strange guy. It's like he's not doing business to make mora, but instead... To validate his theories. No wonder his manifesto contains so many insights. It's all the result of his first-hand experimentation. I'm back! Huh? How come you're here? Why do you think? Obviously, because I possess superior skills and am always one step ahead of the competition. Well, when you're the competition, at least. You... Ugh, whatever. I'm not getting into an argument with you. If I hadn't had something else to take care of on the way, I would have been back long before you. Lady Yelan, I have finished investigating Mingbua. Well, we're all ears. The Ministry of Civil Affairs says that Mingbua struggles to get his words out when he gets nervous, especially when he's chatting with strangers. But after a few days of getting to know him, you can pretty much have a normal conversation with him. On the whole, the feedback from the Ministry of Civil Affairs was very positive. He always considers the things that everyone else overlooks. О как. In your opinion, was the Ministry of Civil Affairs' appraisal of Mingbua at all exaggerated? I don't believe so. Mingbua is someone who has slowly but surely earned the reputation he has today. According to Miss Yu, the ministry often gets Mingbua to take a final look at projects before they're implemented. People feel much more confident in something if it has his stamp of approval. Сяо Юй! Сяо Юй. Это смесь Гань Юй, что ли? Сяо? Oh, and also, there was once someone in the ministry who was lying and cheating to try to advance their career. Mingbua gave them the scolding of a lifetime. Apparently, he can be terrifying when he loses his temper. I haven't seen it for myself, though. Whoa, that's hard to imagine. Like I said before, things are not always as they appear. Ah, so that's what you meant by that. Paimon's starting to get it now.
Ну да, не суди по обложке, так сказать. Я понял. Thank you both. You're free to go now. Ну да, я судить людей по обложке не хочу. Ну, блин. Все-таки приходится. So, have you finished reading the manifesto? Still have a bit left. Вместе с Елань вы заканчиваете просмотр плана. I can't see any immediate problems looking at the individual entries. The only one that strikes me as a little unusual is the Cheongshu Pool redevelopment plan. Почему? Cheongshu Pool has always been home to many secrets. Plus, Ajdaha once wrought havoc there, so there are even more secrets buried deep underground. At some point, a rumor began to go around that there is great treasure buried beneath Cheongshu Pool. A long time ago, with the approval of the Qixing, a mining team conducted an exploratory excavation there. Теперь отлично еще хилит 5267. У меня там тоже 5000 вроде хилит уже. So, did they find any treasure? None. The ruin was completely impenetrable. The only way they could have gotten through the solid rock would have been by blowing it open with a special kind of explosive. The technology wasn't mature enough at that time, so the excavation project was shut down and the treasure became a mere legend. JRPG's manifesto focuses on solving problems, and this treasure hunt seems extremely risky. It seems out of step with the rest of his plans. Still, this one fact alone doesn't tell us much. Everyone wants to get their hands on this treasure. The treasure hoarders, the Fatui, even local Liyue factions. Did you find anything? Excavation? Project? Treasure? Did we read anything similar in our half of the manifesto? Да. Раздел о добыче ископаемых. Oh yeah! Juri said the Blackcliff Forge workers should get right of first refusal if any suitable projects come up. Did he now? Well, that makes everything much clearer. So Juri wants the Blackcliff Forge to excavate the treasure of Cheongshu Pool. Does that mean the Blackcliff Forge is Juri's secret supporter? No, not likely. I've looked into the Blackcliff Forge before. They aren't involved with any powerful factions at present. They do possess some specialized explosives, but it would seem more trouble than it's worth to put so many resources into a risky project like this. Still, since the clues are pointing toward the Blackcliff Forge, we should see where they lead. We may well find something new. Shenwei and Mingbo both turned out to be completely different than what we thought. What about Juri? Is there another side to him too? Два куска моллюска. Что ты там написал? Ты решил писать. Так, диалоги пока закончились. Сейчас пойду еще диалоги будут. Что там говорит? Вот теперь отлично хилит. Два куска моллюска, два куска юной девы и кубок на Х. Кубок на Х, да. Окей. На ХП. Я там написал только что. Да я знаю, но я прочитал на Х специально. Мне так захотелось. Вот такой хил меня устраивает. 5267. Так, теперь мы пошли это. ХП у нее 26443. А у моей чичи 30671. Ну хилят-то они у нас примерно одинаковые с тобой. Ну да. Но у меня талантливая чичи. Quick, under the umbrella, or you'll get soaked. You can't risk catching a cold, because Так, it что might это turn за into something место? more serious. Так, сейчас ты помолчишь. Let's look around for clues. Елань говорит. Очень грубо. Елань говорит. Рабочие записи. Обычный день, день зарплаты у нас трое новеньких. Удивительно, что мы до сих пор кого-то интересуем. Один из новичков довольно способный, так что мы его повысили до бригадира. Обычный день. What's this? From the back, it looks like a ledger, but it seems they also use it as a site log.
We don't know who wrote it, but it's interesting, don't you think? These newcomers, who could have sent them? You think they're suspicious? Да, подозрительно. Yes. Look, it says right there, one of them's already been promoted to team leader. Я не удивлюсь, что Джи стал бригадиром. At this rate, by the time the Qingshu Pool redevelopment plan is ready to roll, they'll be the technical backbone of the team. That'll give them the chance to take a lot of liberties. They can copy any secret texts or steal any treasure they find underground. Imagine if we didn't suspect anything. By the time JRE recommends the Blackcliff Forge for the excavation project, at most we would maybe do a fresh background check on the place. No red flags if all they did was change some key staff. And even if we decided to vet the staff individually, they'd have had more than enough time by then to come up with fake identities. That's the advantage of planning this far in advance. It was a clever move. When you put it like that, it all makes sense. If we hadn't found this out, someone else would have stolen the treasure. So, who's really behind all this? That's a question for the newcomers. But let's start with that worker over there for now. Железное плечо. Excuse us. We want to ask you about the newcomers. You want them to teach you or something? I gotta say, these newcomers are in tip-top shape. Fast learners, too. They're picking up all the skills unbelievably fast. My only complaint is that they're always going out drinking at night. But they never let us join them. I guess they just need some time to adjust. I'm sure we'll get to know each other over time. Они не пить идут, они в какое-то другое место идут, мне кажется. They go out drinking. This area isn't exactly renowned for the nightlife. I'm guessing it's a long trip to the nearest tavern. Да, странно. You got that right. They tell me they go all the way back to Liyue Harbor to drink at Wanmin Restaurant. It rained after work today, so they actually stuck around at the site for a while. But as soon as the rain stopped, they went out drinking again right away. Hey, you're only young once, right? I say, if they can hack it, let them at it. Interesting. Let's go talk somewhere else. Ваня уводит вас туда, где потише. Looks like our hunch was on the Mora. These newcomers are very suspicious. Drinking in Liyue Harbor, huh? Some cover story. I'll wager they've been going to intelligence updates. Ну да. Good thing it rained today. It means they'll leave footprints. I doubt they'd give themselves away that easily, but let's follow them and try our luck. Фига они тут следов оставили. They went that way. Hurry, we gotta catch up. Ну, они легко спалились, конечно. These footprints are heading towards Liyue Harbor. Maybe we were wrong about them. Ну, поздравляю, что ты чечу прокачал. Just as I thought. They didn't go to Liyue Harbor. They went that way. Вранье, что они отправились выпить. Есть куда-то, куда-то сюда пошли. Вот в этот дом, наверное. Потухший костер. Эй, я застрял.
Вот куда они пошли. Окей. The footprints stop here. But, judging from the direction, I'm guessing their destination was that abandoned house. Ну я так и понял. Я так и понял, что они в заброшенный дом пошли. Необычные следы. Здесь есть еле заметные следы борьбы. Похоже, здесь поработал профессионал. Кто бы это мог быть? Куча листьев, свежая косточка. Это значит, что тут кто-то был недавно. Но очень тяжело здесь следующую улику. Тут что, убийцы работают? На земле отпечатался след бамбуковой циновки. Похоже, здесь кто-то спал. Однако циновка, которая должна находиться здесь, исчезла. Потуши костер. Потуши костер. В нем было что-то сожжено. Looks like we were too late. This has gotta be where the newcomers rendezvous with whoever they're working for. But all the evidence has been destroyed. Ну да, все доказательства уничтожены. Я тоже так Look at понял. these ashes. Someone was burning documents not long before we arrived. Could there be anything left? Maybe the wind could have blown the fire out before everything was finished burning. The odds of that are very slim. It's practically impossible. I've checked. All the paper's been burned. There's only... Why don't we wait for them back at the Black Cliff Forge? They've got to go back there sooner or later. We can't count on that. Clearly they were based here at one point, but it's mysteriously abandoned now. To me, that says that whoever's behind this has moved them somewhere else to throw our investigation off course. Понятное дело. Darn! Guess this is where our trail runs cold. Make no mistake, the purpose of our trip wasn't to find any solid evidence. We just need to figure out who's behind JRE. I smelled something peculiar the moment I came in. Those newcomers probably thought they'd be safe as long as they burned the letters. But what they failed to consider is that paper and ink from different regions produce different odors when they're burned. О как. Really? Paimon can't smell anything. Do you smell anything? Кажется, был легкий цветочный аромат. There is a certain place with a freezing cold climate where there's nothing but ice as far as the eye can see. Снежная, что ли? Ледяные поля. Some wealthy people there put floral fragrance in their ink as a way of injecting a little romance into their writing. When that fragrant ink is burned, this is the exact odor that it leaves behind. Снежная. Exactly. The evidence will soon be blown away by the wind, so it's nothing we can arrest anyone with. But it's all I need. Now I know who we're dealing with. I can plan our next move. Lady Yelan! Oh, thank goodness I finally found you. I thought I'd never see you again. Who are you? Don't be alarmed. This is Upei. He's Wenyuan and Shanghua's colleague. I sent him to look into JRE's regular contacts. Since JRE likes fishing, Upei thought he might know some of the fishermen and sailors, so he took a boat out to sea to ask around. I left him a note at Yanshang Tea House telling him to look for me at Black Cliff Forge when he got back. If there'd been an ambush waiting for us there, it means we'd have had some backup. Угу. А, вон оно что. Все продумала. So, what did you find out at sea? Forgive my incompetence. I'm afraid I've come up empty-handed. I asked all the fishermen multiple times, but none of them had any interactions with JRE before. Then the waves got so choppy I ended up falling overboard. Fortunately, someone managed to drag me out. When I got back, I heard that you'd gone to Black Cliff Forge and might need backup, so I went straight there as fast as I could. Didn't even stop to change my clothes. Well, Uncle Tien said that JRE once bought a recipe from one of the fishermen. Did you hear anything about that at all? What? That's news to me. Все ничего не знает. No, that's not possible. It's absolutely not possible. Lady Yelan, I'm telling you, I spoke to every single fisherman out there, and none of them mentioned anything about a recipe. Interesting.
Then I wonder how that even more wonderful fish soup came about. Fish soup? What fish soup? Nothing. Our priority right now is to find a way to get our hands on some solid evidence. А может, дядюшка Тень сам сфотует? Well, Замешан. any suggestions? Может, отправить людей, чтобы проследили? Схватить их прямо во время встречи. Отправить людей, чтобы проследили. Not a bad idea. Upe, what do you think? Honestly, I've already tried following Juri, but the guy's too cautious. Never meets with anyone suspicious. Okay, so tailing's out. No, we'll still need to tail him. But first, we need to do some groundwork. Groundwork? When you've worked in intelligence for a long time, you'll understand that no one can stay on high alert forever. Especially when he thinks he's about to win. Tomorrow morning, I'll announce his victory at Yohai Pavilion. Take a guess what you think he'll do next. Угу. Be sure to arrive on time. You won't want to miss the show. А, ты хочешь его объявить победителем, а потом его схватить? Так что ли? Окей, ладно. А, еще книги для Джин. Джин уровень 20. О, у меня одуванчиков 197. О, так на Джин хватит. Не зря я одуванчики собирал. Good. On to our next objective. Да, круто. Где Василий? Василий, крутить кацин. Давай. Раз, два, три. Кацин, крутись. Это не кацин. Это холодное лезвие. Просто я Джин до 20-го прокачал. А сколько ты открутил? Сколько ты открутил? Открутил. Сколько ты открутил? Сейчас откручу. Откручу тебе. Так, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 58 я открутил. Нормально. Можно до гаранта потом докрутить. Ну блин. Мне надо тогда подкачивать всех до 20-го. У меня тут есть раз, два, три, 4, 5, 6 персонажей, 7, 8. 8 персов могу открутить. Да, 8 персов только могу открутить. На Моне. Ну, на Моне можно открутить. 9 Мона. На Эмбер можно открутить. Моника. Я на Моне и откручу. Но на 70-м ее самое главное пассив. Ее можно дальше не качать. Так, дождитесь утра следующего дня. Нам надо... Наверное, придется пересобрать мону. А, зачем мне дождаться утра следующего дня? Я пойду на Мора. Хотя нет, мне, наверное, не Мора нужно, мне, наверное, нужны книжки лучше. Джин качать. Или мне Джин качать, 20-го кого-нибудь докачать. Ладно, пофиг. Не буду. Буду Джин качать. Нет, получается, если персонажей в чайнике кормить, все больше не дают дружбу. Да? Да. Печально. Поэтому у меня на Моне почти 9,5. Дружбы? Да, я с чайника собрал просто. Едой не работает. Извините.
Так, задание легенд еще не пройдено, но скоро оно будет закончено. Ну, довольно интригующее расследование. Но я хотел подраться. Я хотел выломать. Я хотел кому-нибудь это... Череп пробить. Пробите. Раз, два, три, четыре, 8 персонажей с 10 уровень. Купи себе Василий, мне тут пишет, купи себе подписчиков. Да, за деньги купи подписчиков. А некоторые же так делают. Просто покупают подписчиков. Что я еще хотел? Ну все, мне здесь больше делать Вот, ничего. вот скажи мне, Вася, какой смысл в покупке подписчиков? Я не знаю. Какой смысл мне покупать мертвые души? А как это еще назвать? Темные души, блин. Мертвые души, произведение Гоголя. Гоголя? Да. Следующий день, представляешь, мне надо день мотать, целый день мотать. У меня есть книга Гоголя. Фига Со себе. всеми произведениями. Твой папа любит Гоголя? Нет, это маме там дали на работе. А, маме на работе? Серьезно, на работе книги Гоголя раздают? Knights and aristocrats share the same cultural heritage, but the knights had enough sense to do away with all the superfluous detail. Со всеми произведениями. Толстенная книга хоть. Ну да. Большая книга. Но у меня не было книг Гоголя. У меня Бажов, Пушкин. А ты что-нибудь из этого читал? Читал. Нравилось? Да. Я не очень много книг читал, но у меня были какие книги, я их читал. Но не все я читал. Эй, не заходи. Чайник. Это ты не в чайник зашел. Вот так. Можно? Нельзя. Чайник. Ну пожалуйста. Мне Елань. Well then, Да time ты for не me to понимаешь, announce если the я зайду results к тебе of в the чайник, assessment ничего не process. изменится. Так у меня диалоги идут. Да ты так же... Подожди, я закончу и с этим заданием легенд. Мне ждать, что ты с ним закончил. I won't drone on about the importance of the Tianshu role. Suffice to say that Uncle Tian entrusted me with the monumentally important task of assessing the candidates. And now, it falls to me to give him a satisfactory answer. All of us here know the score. Don't beat around the bush. Just get on with it. Qianwei has many pioneering ideas, but some of his plans are lacking in detail, and he easily gets into testy exchanges with other people. Mingbo is reliable, but not quite ambitious enough, and because of his personality, he struggles to win people over. In contrast, Zhi is evenly balanced across the board and enjoys an excellent reputation in Liyue. After much consideration, I have decided to recommend Zhi to the Liyue Qixing. Сейчас будет интересно, что она придумала. What? Oh, congratulations. Thank you.
Honestly, I'm a little surprised to hear my name being announced. In my estimation, all three of us are worthy candidates for the Tianshu position. As your competitor, I've become keenly aware of your great talents. Would either of you entertain the possibility of working with me in the future and taking on some of my workload? I'll have to see. I'm in a bad mood. This is the last thing I want to be thinking about right now. I don't mind, as long as I can help. Okay, well, that's all from me. Jur-E, you'll have some preparation to do. It won't be long before you're informed of your official appointment. I hope you will work hard and make Uncle Tien proud. I will live up to the Tianshu name. On this, you have my word. I should go. I need to pack my things, and then I think a celebratory meal is in order. Would anyone like to join me? Count me out. I'm not in the mood for a celebration. Jur-E seems pretty relaxed now. This would be a good time to follow him. Hey, Traveler, tell me something. What exactly does that guy have that I don't? If you can't answer that, I'm not accepting this result. I, also wouldn't mind knowing. Oh no, if we get stuck here, we won't be able to leave! Follow him. Yes, ma'am. Пришлось долго уговаривать Сяньвэй и Мингу уйти. Finally got rid of them! Lady Yelan, Juri has gone towards Feiyun Slope. Follow him, quickly. So Jur-E really sided with the Fatui? But Uncle Tien thinks so highly of him. Why would he do this? Difficult to say, but everything should become a lot clearer when we find him. Окей, все понятно. I'm sorry, Lady Yelan. We lost him. He's too good at this. We weren't able to keep following him without being seen. How the heck did he manage to shake Yelan's subordinates? I guess Jur-E didn't let his guard down. Still as vigilant as ever. No, Upe says he's much more relaxed than usual. Maybe it's just how he's wired. Perceptive enough to sense when he's being watched. But how? Don't blame yourselves. Let's not forget he was trained by Uncle Tien himself. Evading detection is not an unusual skill for him to have. If I'd asked you to tail Uncle Tien, you'd have ended up at a dead end too. It's fine. So, where did you lose him? Shinyue Kiosk. He only went in briefly. Upe and I were watching outside the whole time. A few moments later, a man dressed in a completely different outfit came out. Upe had a feeling that it was him, but we couldn't get close enough to check without blowing our cover. I figured that if we spooked him, it would undo what we've accomplished today so far. Another option would have been to arrest him there and then, but without any evidence, that would have been meaningless. So I stopped Upe, and I stayed here to wait for you while that meathead went to ask around in Shinyue Kiosk. Good work. The fish didn't take the bait, but that's okay. As long as he's still swimming around, we'll find a way to catch him eventually. The key is figuring out what he's trying to achieve. Let's go to Shinyue Kiosk. More speed. Почему она говорит киоск, а переводит шатер? Это, по-моему, это разные вещи. Шатер и киоск. Ну и что тут? Could you explain to me how that works? A guy like him comes in, changes his whole outfit right under your nose, and you don't even ask him about it? Our customers are free to dress however they please. What grounds would I have to question him? Okay, fair enough, but didn't you think it was just a little bit strange? Well, maybe I did, but it still doesn't give me the right to stop him. Enough. Let's tone this down a little. I'll make this quick. Just one question.
What did he... Oh, he didn't buy anything. He just picked up a bottle of liquor that he ordered ages ago. A bottle of liquor? Понятно. Yes, a very strong kind. Fiery, with a rich flavor. Not something the average customer would order. This gentleman ordered it in person from us a long time ago. He was only here today to pick it up. Liquor and wineware. I see. Let's go. Where to? Shigu Antiques. А в антикварную лавку зачем? Ну окей, ладно. Я не то подумал. Линь-Лань. А, вот на это Линь-Лань было-то. Hey, Miss Linlong. Sorry to bother you. JRE ordered a wineware set from you not long ago, right? А, ну да, они же да, договаривались, я помню. We're friends of his. He's been telling us how impressed he is with the quality, considering how affordable it was. So we just had to come and take a look for ourselves. Блин, как Линь-Лань врет всем, а? Sure. Which model are you looking for? И все верят. We don't really know a whole lot about wineware. Let's just go with JRE's choice. Would you be able to show us the one he bought? JRE picked up his set not long ago. As a quality imitation of an antique wineware set, it has the look and feel of a luxury item. Just so you're aware, we don't have many of this model left in stock. And now that Mr. JRE has taken one, I'm afraid it may encourage the price to go up a little. Ну да, в дефиците, значит, цена будет подниматься, понятное дело. Don't worry, price shouldn't be an issue. I'm sure we can work something out. But I'm just a little hazy on one thing. Did JRE's wineware set include wine glasses, or...? For this set, the wine glasses are sold separately. Minimum purchase is 1 glass, maximum is 4. Mr. JRE bought 2. Okay. Thanks, Linlong. Seems there's a little more to buying wineware than I first thought. We'll have to mull it over. Well, don't take too long. We could sell out any day now. All right, see you next time. Неподалеку вы нашли тихое место. This is turning into a real headache. I'd just like to point out that we have the self-professed Grand Master of Fieldwork here to thank for being wholly incapable of tailing an ordinary civilian without being seen. It's not like you did any better. My specialty is information trading, okay? I don't have the physical agility. What's your excuse? Fair point. Yelan, so has the plan failed? Oh, if we can't figure out where JRE went, there's not much we can do. But why was he buying liquor at Shinue Kiosk anyway? To celebrate? Вряд ли. If so, it's no ordinary celebration. What do you mean? First of all, JRE isn't much of a drinker. On some level, he hates alcohol because of what it did to his father. Ну да, кстати, согласен. If he was just looking to celebrate by himself, he wouldn't spend his meager savings on an expensive bottle of alcohol, let alone buy a pair of special wine glasses. No, this is a victory feast, held in honor of JRE's private sponsor. Ну да. Whoever this person is clearly enjoys hard liquor and has a very high status, hence the need for expensive-looking wineware. Now, where might we find Fatui who match that description, I wonder? Тарталья. Fatui officials. Should be either the Snezhnayan Embassy or the Northland Bank. Ну да, в банке там, посольстве. Have both locations surrounded. Take as many people as you need. Lady Yelan, is it time for us to make our move? If so, you can count me in. Get with the program, would you? This is a covert surveillance operation. JRE may be vigilant, but that doesn't mean the same is true for his drinking buddy. In which case, we don't need to change tactics. Just change who we're following. Great idea! So we just need to find out who JRE bought that liquor for and follow them instead.
But Lady Yelan, if we get caught, this could become a major diplomatic incident. I'm well aware, but don't you see? JRE is gambling everything on this. If we really want to catch him, we're going to have to accept a little risk ourselves. Stick to your orders, and make sure we're covering all other bases too. Anywhere else JRE might be going. I want eyes on those locations. Yes, ma'am. Don't worry, Lady Yelan. JRE may be a slippery character, but we'll keep a close watch on the movements of all Fatui officials. I'll be waiting for you at the tea house. If I'm guessing correctly, Fatui officials are likely to take action at night. You should go and get ready. Then meet me at Genshin Tea House. Да зачем мне готовиться? Я всегда готов. Так. 2,5 часа уже играем. Блин, а еще не закончился сюжет. Ой, задание или где-то не закончилось. More speed. Чайный дом Яньшан. Perfect timing. Wenyuan just sent word that the Fatui ambassador, Yusupov, just left the embassy alone. He's heading in the direction of Qingshu Pool. Юсупов. Qingshu Pool? That's the place Jerry mentioned in his manifesto. It looks like that's where they've arranged to meet. Sensible choice, I'll give them that. Станет знаменитым. Да хорош уже. Qingshu Pool is always crawling with monsters. Most people wouldn't dream of going there. It's one place they won't need to worry about being seen. Oh no, we gotta go get them! Let's go. If my hunch is correct, we just might hit the jackpot this time. На озеро Цинсю. Time to scout. Сейчас, видимо, драться This будем. is Qingshu Pool, full of ruins, crawling with monsters. Anyone with any sense steers well clear of this place. I've looked into the place before. There's a worker's entrance somewhere around here. Follow me. Звезда на Твиче. Суперзвездный Вася на Твиче. На Твиче. Так, где, куда? Вы в зоне цели, окей. Да, зайти куда-то надо или нет? А, нет. There's been some work done on this place in the past, but it's a bit of a labyrinth inside. I can't guarantee we'll be safe once we're underground. The workers left an emergency access route. If we can find it, this will be a much easier journey. Still, be ready to fight at any moment. Any resistance needs to be taken out quickly and quietly. We don't want to attract too much attention. Don't worry, we're all professionals here. By the way, Yelan, where are your 3 little helpers at? They have other things to take care of first. We couldn't afford to wait for them, but they'll join us later. Окей, сюда. Войдите в руины. Подземные руины озера Цинсю. Подземные руины были здесь с незапамятных времен. Раскопки приостановили из-за твердых камней, преградивших путь. Говорят, здесь погребены редчайшие сокровища. Ура, сокровища! Рекомендую менять в ключ смотреть Гео. Нет, мне не нужен Гео. Я и без Гео справлюсь. У меня есть Сяо. Бесполезно. А, тут за Юань играть. Тогда я за Юань поиграю. О, тут Хели Чурлы. Хели Чурлы. Сели Бели. Хели Чурлы.
Ай-яй-яй, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Блин, только долго не заряжаются эти стрелы. Beg for mercy. Я думал, куда будет. Wheel of life. Ну знаешь, что вот это As I expected. Я But разобрал, this что shouldn't be тут too как much надо. trouble. Там надо было в одном из них просто рычаг потянуть. Чтоб вот это открылось. Тут оказывается все легко. Рычаг потянуть. Да, чтобы ворота вот эти вот. Да-да-да. Чё, я открыл себе новое измерение, отлично. Так, а у меня подземелье, где Иван играет. Это куда проще, чем я думал. Так, диалоги. О, кого-то заметили. I see that? That's gotta be the Fatui ambassador here to meet Ji. Looks like he went through that door. That must be the emergency access route, right? Come on, let's hurry. Там возрождение активированы. А пофиг на эти врата. This is the construction workers' emergency access route, but it's closed tight. Trying to break through would be risky. Let's see if we can find another way. Огоньки вставлять. Так, ульта. Game's up. Time's over. Busted. Я уже понял, как в нее играть. Gotcha. Плохо. Евка, конечно, мощно носит. По 10 тысяч. Да и заряженный выстрел 9 тысяч носит. Ну 9000 это не так много, но это нормально. Ну так это пробный персонаж. Пробная версия. Пытал пробный с холма. Take it easy. Тао. Да еще с Хомой. Еще и C1. Так, что там произошло? А, окей. Угу. Вода ушла. Окей. The water's gone down. Hey, look! Is that another way through? Редиска тут. Редиска, нехороший человек. Смотрите, Елань пробную, как она хоть. 90-й, 1692. Оружие Аква Симулякрум. Это ее оружие. Да, 88% крит урона, это лук, про который я тебе говорил. 76, 180. Нифига у меня нормально тут. А чё за арты? В какие арты она собрана? Древняя знать? Нет, и древняя знать. Нельзя посмотреть на дед артефакт. Древняя знать, да. Не подходит ей древняя знать. Ну ладно. С3. Такая вот, потому что... 8, 8, 11. Потому что... Good roll. Пробных Alright, персонажей maybe I'll всегда take нам one дают, more day знаете, off с их and knock out the оружием rest of и the work всякими. once I'm feeling up to it.
Вроде персонажи всегда из мусора делают, да? Все время всех в деревне, знаете, всех. То есть тех персонажей, которые это вообще не надо. Например, Ганью. А, она так же как Ганью бьет. Только водой. Нет, у него нету цветения стрелы, как у Ганью. Ни у какого персонажа нету цветения стрелы. Нет, но она бьет по одному, а урон наносится не одному. Толпа там, например, срывание одного поражает. Ну это не такое. Ой, такое. Ё-моё, тебя ты доснешь нафиг. Нормально урон. Take it easy. Ну, у меня есть сява. Я знаю. Ты его с Рерама видел, когда был. Ну да. Take it easy. Коршун откуда у тебя? Я не знаю. Ну вот выпал. А, у него, Со видимо, это... со стандартного баннера выпал. У него, видимо, это созвездие такое. Что она так делает. Ну, посмотри созвездие, Иван. Какое созвездие? Чтоб я понял, почему она так сейчас делает. Нет. Так. Нет, точно не С1. Да. Это С2. Это С2. Вот она. Дополнительная водяная стрела. Да. Это С2. Но это как у Ганью получается. Ну да, как цветение стрелы. У Ганью. О, нормально. Нормально, она снесла мага. Но Гелань это отличный саппорт подписал. Это лучший саппорт подписал, даже так могу сказать. 17 тысяч она сносит с ешки. Гелань можно крутить ради своих металлов. Ради сисек. Ну просто сял. Зеленый. Take it easy. Ты ждал я его толком. Дорогу преграждает каменная плита. Ага. Зеленый мальчик. Хороший мальчик. Ага, полезно. Нужно. Окей. The waters flowed into the groove, and now the statues have lit up. Okay, now we should be able to move the statues. Окей, теперь можно статуи двигать. Так, и куда их двигать, эти статуи? Сан чу-чу-пи, чу-чу-чу-чу-чау.
О! Ага. Я туда, куда надо. А, ну это похоже на камни в Суруме. Знаешь, там камни, помнишь? Надо помню. Вот это нашел. А, во. Только это, по-моему, даже легче, чем камни. Пока непонятно. Легче это или сложнее. Там чу-чу-пип, чу-чу-чу, чу-чу-чау. Сейчас круточку скоро. А, вот же еще желтая. Сам чу-чу-пи, чу-чу-чу, чу-чу-чау. Сам чу-чу-пи. Не, я сейчас усну. Все сделал. Что? Нет. We should be nearly at the bottom now. Let's wrap this up. Я еще хотел снать. Мы скоро достигнем дна. Take it easy. О, тут и лавачур, лавачур. Давай, давай, быстро. Или-били лавачур. Нифига она лавачуру уделала. Видишь, сколько это имбовый саппорт? Ага. Да она и когда до имбова будет. Смотри, ульта, ешка и просто настреливаем. И все. Лавачуру нет. Лавачуру. Там похоже на Синчу, конечно. Life А goes я on. похоже, не знаю, на кого. Да пофиг, на кого она похожа. Если соединить Синчу и Елань, то вообще получится имба. Я делал под Хутал. Хутал у меня по 60 000. I can tell from the aroma that this is very fine liquor indeed. I'm impressed. Юсупов. Come on, bottoms up. After you, of course. Oh, sorry, that went down the wrong way. I've never drunk anything this strong before. It'll take me some getting used to. You'll get there. If you want to stay friends with us, you have to drink with us. Чё быть другом? Пей с нами. I'll do my best. You're more of a lightweight than I thought. Already struggling after one glass? I thought you were made of sterner stuff. You certainly kept it together when you were poisoning your teacher's soup. О, нифига себе. Понятно. Come on, another round. Less talking, more drinking. Понятно теперь. Sure. You didn't leave me much of a choice, though, did you? Just the mention of poisoning sends shivers down my spine. I'm more timid than you realize. Every time I poisoned him, I had to hide away at home for a few days because I was so scared of getting caught. Look, I know it has not been easy for you, my friend. We appreciate all your hard work. But, I have to say, you really are quite a genius at poisoning people. I mean, the poison we brought from Snezhnaya is as strong as this wine, but you found a way to turn it into an imperceptible, slow-acting poison and came up with the idea of delivering it through fish soup. Все понятно. What was it you said? Oh, yeah. You said the soup's fishy flavor neutralizes the pungency of the poison, and this process even makes the soup tastier as a result. How did you think of that? Oh, yeah. It struck me one day when I was fishing. I'm lucky it did. Нет. Otherwise, I'm not sure I would have been able to fool Uncle Tien. Это в диалоге так было. Угу.
You have performed excellently. The Fatui will continue to provide the support you need to consolidate your position as Tianshu. Of course, this is as long as you continue to do as we instruct. Понятно. Aside from Qingshu Pool, we also have some other requests for you, which we will inform you of in due course. Don't worry. Whatever tasks you have for me, I will perform them diligently. Did you hear that? It was poison! That's why Uncle Tian hasn't been feeling well recently. It's all Jurye's doing. What a nasty guy. Save him! Какая поймана, топает ножкой. Hold on. Did you bring a camera? If not, you can use mine. This is quite a scene. We have to capture it for posterity. Вы снимать, как Джи пьет вместе с Суповой. Excellent liquor. We've seen no progress on the diplomatic front, and everyone has been eyeing up the treasure of Qingshu Pool. It's been a real headache for me. But soon, everything will be taken care of, and I can report back on a successful mission. Thank you, Juryi. I remember when I first saw you. I knew right away that you would make a good partner for us. Hey, do you still remember what I said to you? How could I forget? You said a lowly commoner like me could never be seen as a serious candidate for the Tianshu, no matter how hard I work. The only way is for you to shine bright in the Tianshu's darkest moment. I think you were absolutely right. Что это за способ? Yes. Under normal circumstances, the gap between you and other people could only ever grow wider over time. Just look at your two competitors. Chen Wei had wealth. Ming Boa had reputation. But you had nothing. You were just another nobody. And that's why I decided to help you. You know, there's an old saying in the Fatui. Give a starving dog a bone, and it'll guard your home for the rest of its life. Понятно. Yes. I cannot thank you enough for your generous support. You know, the best thing about you is that you do as you're told without complaining. Hey, keep up the good work, and I can assure you, you'll never have to worry about Mora again. Heck, when you're not in the company of the Fatui, you'll be able to throw your weight around as much as you want. How about that? Uncle Gao said that Juryi has low self-esteem. Seems he was right. He was worried that whatever advantage he might have now will diminish over time, so the Fatui persuaded him that he should act while he can. Do you have any more film in the camera? Да, и достаточно много. Then get ready to use it. Tonight's grand finale should be coming up any minute now. How well this goes for us depends on how Juryi plays his hand. Ooh, is there any more alcohol? Go on, fill me up. I'm in a good mood today, and I'm gonna drink my fill. Make sure to get me home safely afterward. There's only a little left. Here, I'll fill your glass. If you like it, I can bring you some more next time. Whoa, this is the good stuff. It is great. По-моему, он и его отравит. What the? У служащего Фаты внезапно заскрезилось лицо от боли, он медленно опустился на землю. You poisoned my wine? But when? You seem surprised, Mr. Yusupov. How could you? How could I not?
I've sacrificed years of my life studying and reflecting to prepare myself for this position. And in the end, I even had to poison my own teacher. You really think I'd put myself through all that just to become your little puppet? I don't want to bow down to anyone ever again. And that includes you. You imbecile. It's the Fatui who got you to where you are. Do you understand? If I disappear with no explanation, the embassy will come after you. They'll get to the bottom of this. Mark my words. Do you see the haystack in the corner? Underneath it is a pile of explosives. And next door in the dark room are the 3 undercover agents you sent to infiltrate the Black Cliff Forge. I'm gonna stay here till I see you slip into unconsciousness. Then I'm gonna set this on fire. Once the flames burn through the hay, they'll ignite the explosives, the ruins will collapse, and everything will be buried. What do you hope to? I took the liberty of leaving some evidence of your contact with the undercover agents at the Black Cliff Forge. It won't take long for people to join the dots. 2 missing person cases will become 1 as the truth gradually reveals itself. The Fatui planted undercover agents in the Black Cliff Forge to steal their signature ruin-grade explosives. Their plan was to blow through the solid floor tiles in the dead of night and seize the treasure of Qingshu Pool. But things didn't quite go to plan. Mistakes were made that led to the accidental deaths of the entire crew. Faced with the overwhelming evidence, the embassy won't investigate this any further. In fact, they'll be only too happy to blame it all on a rogue operation by you. It explains why you acted alone, while exonerating the rest of the embassy of any liability. Of course, none of that will have anything to do with me. When all of this comes to my attention, I'm afraid I'll have no choice but to cancel the Qingshu Pool redevelopment plan immediately. I guess then, I'll be Tianshu in my own right, with a clean record and well out of the Fatui's reach. Juri, do you really think you're gonna get away with this? The Fatui has a record of everything. That includes the poison, all interactions between us, even my trip here tonight. After I die, they'll come looking, and they'll get to the bottom of this. A record? Oh, you must mean the one in the hands of your second-in-command, Theophan? How do you know about that? Because when you contacted me, I also made contact with your associates. I have Theophan to thank for providing me with the poison I used on you today. He'll help me tie up all the loose ends. After all, your untimely demise comes with a few perks for him. He has been eyeing your position for a long time now. That traitor! Juri, you... Shh. Relax. It's over. After tonight, everyone gets what they want. And anyone else in the know is either my accomplice or about to be taken out of the picture. Sweet dreams, Mr. Yusupov. I did a little surveying on the way here and found that you'd left yourself 3 escape routes in case things went south. I have them all surrounded. If you're thinking of trying anything, save yourself the effort. The game's up. We were here the whole time and have pictures of everything. They came out pretty nicely. Want to see them? The game's up? Forgive me, I'm not quite sure what you're referring to, Miss Yelan.
I happened to discover a Fatui operation here, so I approached them on the pretext of joining forces and eventually brought them down from within. If it pleases you, Miss Yelan, I'd be only too happy to have you join me in investigating this matter. This is how you want to play it, huh? Fine. You do you. All we need to do to convict you is establish that the poison in his system is the same as in Uncle Tien's. Nothing else you wanted to add? Let's leave it there then. Time to go. One wrong move and it all comes crashing down. I should have been more careful. You followed him here, didn't you? I was so focused on keeping myself out of sight, I forgot he was a potential liability. Let's talk about this, Yelan. I gave you my word that I would live up to the Tianshu name, and that much I can still guarantee. Your point being? When I take office, I can guarantee that I will act in your best interests. In fact, all of you here tonight can expect very generous treatment in the future. I don't deny that I used underhanded methods to get here. But given my lowly origins, what other choice did I have? You still don't get it, do you? Even now. What do you think? Что скажет дядюшка День? Дядюшка День все время доверял тебе. Что скажет дядюшка День? Exactly. Jur-E, clever people can always come up with a good excuse. But while you might be able to get other people to believe you, you'll never be able to deceive yourself. There's nothing wrong with wanting to win other people's respect, but when has Uncle Tien ever looked down on you? He was like a teacher and a father to you, but you chose to repay that by poisoning him. Whatever positive goal you may have started out with, you threw it away in that moment. That's enough. Of course. What makes this even crueler is that you managed to convince yourself there was no other way. Uncle Tien was always going to give you this opportunity, even if you'd done nothing at all. Out of everyone in the world, he is the one who trusts you the most. So much that he drank your fish soup without doubting you, not for 1 second. That's enough! That's enough. Life is like fishing. It cannot be rushed. Whatever you do, impatience will accomplish nothing. I was just like you once, desperate to prove myself. Only later did I realize things do not always turn out the way you plan. But you have to keep calm to carry on. You're still young. Be patient, believe in yourself, and don't look outside yourself to prove your value. Where's Jury these days? It's been a long time since he last paid me a visit. Maybe he's just busy. Well, next time, if he doesn't bring a pot of piping hot fish soup, don't let him in. Whatever you were thinking about, you'll have plenty of time to mull it over in prison. Oh, I almost forgot. If the Fatui find out what happened today, prison might not turn out to be the safest place for you. Trying to have friends on both sides, it has a way of turning everyone against you. But right now, I have an opportunity for you. Huh? Подручные Елань взяли подстраивать Джи и Sorry, Супу. things are about to get extremely busy for me. Let's meet at Yanshang Tea House tomorrow morning. I'll have someone remove the explosives. Then, there's someone I have to go and see. Need our help with that? No, it could be dangerous. You should leave this one to the professionals. Береги себя. Don't worry. As long as they're willing to cooperate, this'll be a straightforward deal. Get some rest. See you tomorrow. Ура, испытание завершено. Где мой сундук?
Юра, сундук. Я могу сесть. Дождитесь в 8 утра следующего дня. Тридцатый уровень джин. Окей, давайте перемотаем на следующий день. Ах, да. Сначала мне показалось не особо интересно, а потом все-таки начало. Интрига началась. Потом следующий день. Aristocratic etiquette is all just for show. Just smile and nod along. I was forced to learn all of the rules by heart. But even Хорошо, I что don't в take конце them дня seriously. закончили. Так бы нужно было бы целый день промотать. Ну, сейчас конец будет. Не коротенькое задание легенд оказалось. Подраться немного дали. There is now no poison left in his system, but recovery from the damage already done will not happen overnight. Dr. Baishu, is my father going to be... You needn't worry too much. Keep taking the prescribed medicine every day, and a full recovery will take at most 2 to 3 years. Байджу-то доктор, оказывается. It's good we caught it in time. A few days later, and the toxin would have built up in the internal organs. At that point, things would have been much more serious. How did they successfully secure such a seldom-seen poison? It seems the Fatui are extremely resourceful. Unfortunately for them, they were up against us. Uncle Tian will be heading off now. Remember to get plenty of rest and avoid overexerting yourself while you're recovering. Don't worry, I will. Thank you very much. Ah, you're here too? Thank you for all you've done to resolve this situation. And I'll have to make some tea in a moment. You simply have to try it. Как твое самочувствие? Yes, the exhaustion seems to have gone. My mind is steadily getting clearer again. Luckily, it looks like choosing the Tianshu's successor is suddenly not such a pressing issue after all. Hey, Yelan! My work is mostly wrapped up, so I thought I'd take a minute to check in here. The assessment process comes to an end here, Uncle Tian. In my opinion, Zhi is not suitable for the position. But Qianwei and Mingbo both have potential. You have my gratitude. People can change their loyalties easily. I've always known this. But whenever it happens, it's still a dismal experience. Is it just Paimon, or is Uncle Tian not that surprised? Don't underestimate Uncle Tian. He wouldn't have appointed me as assessment officer if he hadn't had his doubts about Zhi. Normally, the Yuehai Pavilion would be responsible for assessing the candidates. Isn't that right, Uncle Tian? Yes, to be quite honest, I wanted to trust him unreservedly. But I have to be responsible with the position of Tianshu.
When I first met Juri, I wondered if he had approached me with a hidden agenda, so I secretly investigated him. I concluded that he had no ulterior motives whatsoever. He just saw me as an ordinary fishing friend. In the end, even he changed. Если бы не это Если бы не это происшествие... I never had any plans to recommend him directly, but I always intended to give him the chance to compete on a level playing field. Family background and fame mean everything to many people, but I don't attach great importance to them. I had no reputation to speak of when I first became Tianshu. I relied on Ganyu's assistance for all manner of things. What I really admired about Juri was his intelligence and resilience. А большинство дел я поручал Ганью. I have to admit, he's a smart guy and very cautious. The intel suggests that the Fatui saw him as very low risk, but Juri was still extremely careful with the poisoning. He chose that specific liquor from Shinue Kiosk because the fiery flavor would mask the bitterness of the poison, and he chose to wait until the Fatui official was drunk and had his guard down before delivering it to him. He also installed a secret compartment in the wine pot he bought to hold the poison. As the amount of liquor went down, he'd shake the pot to release the poison from the compartment into the liquor. Жесть. Вот это продумано. Afterwards, we also found he had an antidote on him. Had the Fatui official grown suspicious, Juri would have drunk the poisoned wine himself, and then found an opportunity to take the antidote shortly afterwards. But that's still really dangerous. Yes. Had he drunk the poisonous wine, he still would have faced serious health consequences despite taking the antidote. He didn't hesitate to put himself in harm's way to achieve his goal. How is Juri now? Well, I mean, he's sitting in a jail cell. Like Yanfei says, everyone who breaks the law has to pay the price. Still, he's cooperating. He didn't turn down my offer to strike a deal. I'll make sure there are plenty of guards around to keep him safe from anything the Fatui might be planning. A deal? Does this have to do with what you said to him when you arrested him? Yes, Juri's not the one I'm interested in. If he was as far as this went, I'd have handed the case off to my subordinates as soon as I realized. But once the Fatui became involved, things got a whole lot more interesting. I thought I might have the chance to catch a big fish. Well, did you? Almost. Unfortunately, it slipped off the hook at the last second. Uncle Tian, Yeon, what are you talking about? Paimon doesn't understand. Jur-E colluded with the Fatui to try and secure the position of Tianshu. Or, to put it the other way around, the Fatui made an attempt to interfere in the Tianshu selection process. With Yusupov in our hands and a statement from Jur-E, we could afford to continue with a diplomatic offensive. Also, we'd be able to gain control of Theophan, Yusupov's second-in-command. Then we'd have a pawn in the ranks of the Fatui. Что ты смеешь? Бычок. А, бычка, понятно. Pawns like this can be major assets. They open up all sorts of new options. Это план, Елань? Why else did you think I was investing so much time and effort into this case? So, okay, well, did your plan succeed? We got halfway. The first part went off without a hitch, and we passed all the information on to Lady Ningguang. But when we tried to make contact with Theophan, he was gone, along with all the evidence. О, как? The Fatui must be spying on us. Otherwise, they'd never been able to respond so quickly. I found out from other sources that the Harbinger Regrator got involved.
Ну и имя у него, конечно. The Fatui's main forces aren't concentrated here. Regrader was only treating this as a peripheral concern. It's a pity that Theophan got away, but knowing which harbingers are still looking at Liyue is something. It gives me a starting point for my next mission. Здорово, Алексей Кондратьев. I have to ask, Yelan, do you have any desire to take over the position of Tianshu yourself? Что за игра? Genshin Impact. Написано же. I remember you showed some interest a few days ago at Yanshang Tea House. In my estimation, you are more than competent. Oh, that. I was obviously joking. Чью тебе сиську показать? I prefer my current life. There's danger and there's excitement. Although it'd still be a behind-the-scenes role, as Tianshu, I wouldn't have the chance to get involved in anything truly clandestine or face any real danger. Alright, I'm done here. Time for me to go. I'm heading off again in a few days and I still have to prepare. Where are you off to this time? As you might have guessed, it's for me to know and you to find out. But I'm sure if you keep going as you are, getting yourselves involved in other people's business all the time, you're sure to get caught up in another misadventure before too long. Sorry, отпечатка письку. Maybe I'll see you the next time danger beckons. Until then, keep your wits about you. A lot of people are watching you for a lot of reasons. If you have any more questions, just ask Uncle Tian. After the recent turn of events, ВКонтакте. I'd say he owes you one, wouldn't you? Ура, пройдено. Расчетливый гамбит. Ну да, гамбит. Ура, вся примагемус. Так, джин надо качать. Молодец, спасибо. Зачем ты... Зачем тебе писька, я не понимаю. Боже. Ну чё, покрутим Елайн. Погнали, Елайн. Первая крутка. Ладно, играй, пойду другого доебу. Офигенный комментарий. Ты сделал мой день. Хорош чел. Да, хорош чел с такой фразой, конечно. Так, ну что у нас там осталось? Так, бездну пока не будем. Бычок смешной. Так, вот это вот нам надо докупить все. А где здесь эти... А, тут только книги. Ну ладно, пофиг. Так, это мы прошли все? Да, прошли. Так, у нас все королевство. Пройдите все предшествующие королевства лжи и раздора на любой суд, чтобы разблокировать. Сейчас пройдем. Бычок, му. Джун Ли помог Сяо, да? Не упасть. Откуда ты это узнал? Так я только что. Я ж сюжет прохожу. Чё? Ты прошел сюжет? Уже? Почти. Ну, Последний диалог так это же конец. Погоди. Запись со столпов занесена в архив. Но ты балдеешь от бычка, я знаю.
Там ситуация такая напряженная, а они, бычку пофигу. Бычок тащится. Бычок такой. Так, суровая враждебность земля мятежного сумрака. Так, а сколько уже стрим-то идет? 3 часа 20 минут. Нормально. Да не легенд нормально. О, Евань дают. Евань. Сяо дают. Кадзуху дают. Кадзуху дают. Кадзуху. Так, ну я беру себе. А, тут показывают, какие есть враги. Набуси. Фатуи. Всех разломаю. Так, беру Юлю. Я Кадзуху возьму. Я, наверное, Сяо Кадзуху возьму туда. Так, берем Юлю. Наверное, давайте казаха возьмем. Давайте Елань. О, ты Кадзуху взял? Да. На первое время. Сяо будет под конец. Сяо будет на вкус, на самое вкусное. Так, ух ты, блин, в конце квадрата после завершения только испытаний состав отряда должен быть изменен. Все персонажи текущего отряда перейдут в режим восстановления на 1 раунд и не смогут участвовать в бою. О, вот это говно. Ну, конечно, ничего про человека не хочу сказать. Он похож на Гофика, который пишет. Который пишет? Да. Вот так. Ничего страшного. Внешность бывает обманчиво. Кстати, на игры по сюжету вот это, здание легенд Юань. Просто понятно, что ничем не примечательный человек может оказаться фиг знает кем. На самом деле это не только в этой игре такой сюжет был. Обычная. На тебе Кадзуха. Нифига он фигачит. Нормальный Кадзуха. Я же говорю, он имба. Fallen leaves, adorn my night! Wind strike! Блин, джин нету плохо. У меня есть своя джин, она у меня такой себе. Не знаю, пойдет. Не прокачиваю еще. Да? Ага. Это кто? Атуи. Beg for mercy. Flood of frost. Eye for an eye. Видишь, как это может быть и превращать ульту в искусство. Да, мощный отряд. Мощный Юва, Кадзуха и Иван-Чичи, это мощно, конечно. Так, а теперь у нас другой должен быть отряд. Тут я и Мику даю. Я и Мику. Я возьму Тао. Ты же сказал, ты все на вкусное оставишь. Ну, мне больше некого брать. Я и Диона, Мику... если что, Диона это тоже хиллер и щит. А, ну окей, Диону тогда возьму. 4-й. А так и Саю хиллер. Да. Саю. Мужчина. Хина, да. А кого мне взять-то? Еще Ну, бы пока кого... за хвост не бери. Я и Мика возьму. Я и Мика и Диону. Свою я и Мика или пробную? Твою. Вот, знаешь, ты же вот когда ультуешь за Мика, у тебя только одна молния. Нужно оставить 3 тотема, чтобы было 3 молнии. Так, у нас Сяо тут.
Так, сейчас будет Диона. Да-да-да, булими. Ты хочешь, чтобы так вот было, да? Right here, right now, nothing lasts forever. Нифига скорость. А я-то разогнался, да? Ага. Как машина. Ламборджини. Подожди, у какой машины больше скорость? У Ламборджини или у Бугатти? Его? У какой машины больше скорость? Ну, у Ламборджини или у Бугатти? Какой машины? Ламборджини или... Бугатти. Фиг знает. А ты что, стал не пробовал сделать? Жесть скорость. Я говорю, ты сел пробовал делал или нет? Мысль сел пробовал. Я говорю, ты сел пробовал делал или нет? Нет, своего. Это не пробую. Мой-то помощнее будет. Пробую. Да, а у тебя сколько бьет? Ну у тебя взялось бы точно копьем. Вот это Emerge, right here. Emerge. A sight to behold. Нормально бьет. Ой, блин. Слава, откуда у тебя бэкшное копье начало? В смысле? Какое бэкшное копье? Да вон бэкшное копье начало. Не знаю. Чё? Не знаю, я сел своего выбирал. Чуть за баг в шесте не случился. Это, видимо, баг, да. Потому что я брал своего сел. А у я-то примерно такая же скорость или чуть медленнее? Какого фига смертельный бой? Это не мой сел, алё. А нет, мои статы-то мои. Чего? Я сам не понял. Нет, стой, покажи артефакт. Покажи, подожди. Что, я-то имбовый, да? В этом подземелье, да, я-то имбовый. Артефакты. И артефакты не те. Чего? Нет, значит ты пробовал взял. Странно. Я не брал пробовал. Коршун куда-то пропал. Нет, эти гидры бесполезны. А что не бесполезно? Лео и Анна. Если ты ничего не знаешь. Попробуй электро. Я их быстро, так что нет. Пойдем. Come on now. Right now. Right here. Where'd that come from? Can't handle your drink. Huh? Давай, лечи Сяо. Лечи бы Сяо. Лечи давай. Я и Мика тут мог.
Так, всех сменяют. Да, видишь, Сяо не появляется. Видишь, тут... Видишь, Сяо пробный почему-то, а мой Сяо где? Видишь, моего Сяо нету. Он тут Юва, тут будет Гелайн. Можно Каду. Это же не можно, а нужно. Так, урон падениями не надо. Ну ей Мика может раздать, да? Угу, может. Куда твой Сяо подевался? Где-то непонятно. Да, он делся, я не знаю. Заглючило, видимо. Что это новенькое Сяо? Будешь сразу ты. Да, блин, поменяй. Видишь? Как бы Сакура поговорил, можно легко чуть-чуть. У Кадзухи, блин, восстановление энергии капец. Да. Он такой. Ай-яй. Так, иди на. О, нет. Угадай, кто. Нет? Да. Чтец бездны. Электро? Один? Один это не сложно, вот и здесь это нет. Винтер сказал, что бездна сами была легче. Чё бездна? Что бездна сами была легче. Я ничего не слышу. Винтер сказал, что бездна часами была легче, чем предыдущие бездны. Я не знаю. А для меня наоборот. Чтецы всегда сложнее, я считаю. Для меня с Ну вот этот чтец был легкий на самом деле. Ну с этим отрядом, потому что... О, Магукенки. Магукенки. Сейчас он пока встанет. Пока пернет. Видишь, он за нитки подводит? Марионетки, ты видишь? Ну да, на ниточках. Это живой какой-то. Это не человек, походу. Кадзуха его фигать. Вверху. Ага. Я на Stonecrush смотрю. Попался. Тыки-тыки. Ага, нифига не тыки-тыки. Давай, Юва, фигать его. 20 тысяч, блин. Еще и взрыв. Все, готов. Юва по 20 тысяч. Хорошо-то как. О, сейчас мы БП возьмем. Ты же Масяо. БП 10. Почему не мой Сяо был? И все, мой Сяо. О, круточка. 10-й БП.
Ах, да, круточку уже дали. Ладно, Сейчас. Сяо при себе. Что с ним нормально? Да. Вот я уже удивился, вдруг у тебя Сяо забрали. Ну да. Не, ну если бы у тебя Сяо забрали, то ты бы мог спокойно идти жаловать. Так, еще вот это надо пройти. Нифига себе, сколько примагемов там у тебя. Я тоже так хочу. Так. То есть это прохождение всего сюжета дают? Это вот за эту дают. И сюжет тоже дают там, в конце. Вот, давай за Елань крутить. Елань. А еще можно кацин покрутить. Елань. Ну это фиговая Елань. Это клятва стрелка. Так. Ну лук же. Давай. Кацина нет. И опять клятва стрелка. Да вы издеваетесь. Knights and aristocrats share the same cultural heritage, but В the этой knights игре had самое enough sense to частое, do что away может with all the выпустить superfluous detail. Так, последняя, непостижимый рубеж. Синий мусор, синий мусор, синий мусор. Бэйдоу, Сяо опять дают. Джунли. О, Джунли! Диона, Саю, Ито, Яймика и Юнджин. Нормально. Юнзин хорошо будет под... А вот и мой Сяо. Ура, твоего Сяо вернули. Твой Сяо куда круче этого? Активация взрыва стихии активно увеличит урон взрыва стихии всех членов отряда на 50%. Наверное, надо. Сяо уже будет. Так, Юа. Ну ты как считаешь, защитник Якса крутой? Да. Давайте возьмем Юву. Ита, наверное. А стояк? Или ты стояка пока оставишь? Ну, он же не лечит. Так он еще круче, ты не понимаешь, он щит 7 секунд держит. Давай Он попробуем. это успевает, у него щит откатывается 7 секунд. Он еще Давай. один может поставить. Давай попробуем. Чтоб ты понимал, его этот столб, он В конце еще... каждого раунда и после завершения 3 испытаний состав отряда должен быть изменен. Только один из выбранных членов отряда может продолжить сражаться. Остальные члены отряда перейдут в режим восстановления на 2 раунда и не смогут участвовать в бою. Ну... Жаль, что Квинти не дают просто. Квинти, Так, а как он ее щит-то делается, я забыл. Где же? Ну можешь просто нажать. Но если ты просто нажмешь Е, то не будет. Вот. Да. Смотри, какой крутой, а. Freeze to the core. Брутально. Все, вы разнесли, все. Не успел даже ничего сделать. Это тоже мощный. И-то да. О, метеорит-то нифига он сносит. О, котлета? Сколько котлет? По 30. Нет, там 46 было, по-моему. 46, 51. Где-то так. А сколько их с бычка сносит? Не знаю. А что, ты только на легкой сложности проходишь? Не на легкой. На обычной. На суровой. Нет, ну там же есть выбор тоже. Не, мне хватает этот. Не уровень остальной. А они к чему это? Примагемы не дают за это. Да блин, Слава, опять ты эту ошибку допустил. Ты просто такой Все что ли? Блин, предыдущий то было сложнее. Так.
Кого отправить? Ну, потому что ты играешь на обычной сложности. Так и там играл на обычной сложности. Но там был посложнее. Так, придется Ю забирать. Ю. Я бы из всех вот этих, как думаешь, кого бы я забрал? Тыка. Окей. Ну ты не я. Да я самый лучший мужик. Так. Давайте возьмем, я не знаю, давайте возьмем попробуем Бейдо, вот это вот возьмем и Диону, наверное. Или не брать. Не знаю, кого лучше взять. Блин, ну тогда будет. А вообще-то нормально. Вот Ладно. какие персонажи вот очень крутые. Райден, Джун Ли, Сяо, Венти. Это прям вообще. Ну из архонтов. Угу. Давай так. Посмотрим, что из этого выйдет. Из архонтов мне больше всего нравится Джун Ли и Райден. Венти на третьем. Только потому что я как бы переплюнуть Венти. Вот, Ю взял. Вот, кстати, бей сейчас Ю. Чтоб у тебя пошла контрактивно. Недавно что Ю не был, только обычная задача. Вот она под Ю и подходит. Ничего страшного. Мне этого хватает. Вон, видишь, забафала она тебя. Ну окей. Ну я точно обычно играть тяжелую. Ну выбирай тяжелую, мне-то пофиг. Я не любитель тяжелых совместей. Ну а что, если прокачка персов позволяет, почему бы не? А мне пройти быстрее. 11 понятно, что я могу ломать. Но все, что я могу сказать, 11 этаж дал 3 сложнее, а 11 этаж дал 1. Блин, тут бы Сяо не помешал. Будем здесь Сяо сопротивляться. Вот это, кстати, Ах ты козел. Хотя Бейдоу неплохо разнесла. Так, забираем Ю. Теперь у нас Сяо, Аята и Чичи. Самый крутой ответ. Из моих. Через Так. мужиков в игре нравится Сяо, Аята. Джун-Ли! Джун-Ли, блин! Джун-Ли. Алло. Ой, нифига он быстро. Аята там? Ну. Аята у него какая-то повышенная. Да настолько быстро. Да сам в шоке. Надеюсь, это мой Сяо-то. Да, это мой Скоршин. Да, ура, зеленый.
Зеленый кот. Мой-то с коршуном куда круче, чем тот. С БПшкой. Это было обидно. Я на его планирую БП поставить. Ну а что поделаешь? Ну у меня есть, если есть. Печи неплохо тоже. Валит. Давай взрыв. Нормально, взрыв. Все что ли? Окей. Ну ты что и метачур, это легкотня полнейшая. Это не метачур или метачур? Метачур. Странно, что здесь такие легкие дают. Ну, может, на Гукенке будет? Чуру? А, вот, а, вот. Чуру. Ну, лава чуру. Это лава чуру? Да блин, я хочу поменять на яд, иди нафиг. Да. Нифига, хоп-хоп. Да, вот это здесь. охренеть, вот это я такой. А прикинь, если бы он 50 наносил вот этих атак. Ага. И был бы таким быстрым. Да он же бы вообще всю сломал. Блин. Опять менять, что ли, персонажа? Блин. А это идея. Если б я-то сделали еще быстрее скорость, то это было бы вообще ужас. Так, а кого можно брать? А, вот Ита можно взять, стояка можно взять. А какие противники там будут? Пиропопрыгунья, пирослайм, магукенки. Че легкотня? Блин. А кто полечить-то меня? Лечить-то Ну, меня? если что, я еще не прошел подземелье с райдом. Опять я сказал с райдом. Ну никак по-другому не скажешь. Давайте Ну, Сайку возьмем. Ну ладно, подземелье Сеи. Давайте попробуем Саю. Райден же зовут Эй. Эй, Бао. Угу. Бао, Сёгун, Райден. Возьму Саю, то лечиться. Иноземно, Шайни, Чернул. Как я там Юри назвал? А, я Юри назвал. Школьный Райден. Who wants some of this? 30 тысяч бычка. Нормально. Solidify. Oni coming through. Can't catch me. С дедом было бы тебе просто, да? Если бы тебе дед учил. Котлета исчез в стане и вы еще можете себе щит поставить. А щит вообще пробить очень сложно. Ну, кроме Райда. Ну, смотри. Даже если Райден, смотри, она пробьет щит деду с одного удара вот этого. Да, она убивает Но его. я знаю. Убивает самого Джунли? Да, да, даже щитом. Единственный контрпик после какой-то щита. Ну да. Осталось врагов один. О! Я достижение какое-то. Пирослайм это босс, Вася. Серьезно? Да. Покиньте таинственное пространство в глубине разлома.
Да. Таких боссов-то делать. 32 тысячи стояк сносит. Котлеты? Да. Давай. Если бы он носил под 100 тысяч котлеток, это было бы еще лучше. Саю там еще помогает сносить. Мудзина. Ага, мудлина. Все, сейчас могу Кенки будет. Ну блин, этот пир слайм это какой-то смех, а не босс. Просто долго бить, он ничего не делает. Это, видимо, шутка от разработчиков, скорее всего. Кого-то он мне напоминает. Ну, в плане то, что долго бить. Есть же позорные боссы, которые надо долго бить. Кое-какой игре. Да блин, куда ты лезешь? Мои там могут разнести. Но у меня Яка ломает этого могу кончить. 26 тысяч. Да, конкурент найдет, но она вообще еще будет жестче. Сейчас бессмысленно было пытаться. Все, победа. А, это еще не все. Еще один раунд. Это, по-моему, это... А, вот почему такой легкий. Потому что тут самый длинный. Самый длинный, так сказать, путь. Не, хаяты не дают. Так, кого нам взять? Чичу не дают. Ничего не дают. Яйника дают. А ты артефакты-то джинки качаешь? Нет. Сначала ее надо качать, а потом уже. Так. Блин, взять Яньфэй, что ли? Я не хочу брать Бэйду. Лучше взять Яньфэй, Диону. А вместо Бэйду я взял Юймика. Юймика. А какие там враги, я чуть не посмотрел. Патуи. У нее что ли щит есть? Диона. Right here. Right now. A sight to behold. Beg for mercy. More speed. Нормально, вот такие унесло. О, Юла стала быстрее атаковать. Ощущение, что здесь персонажи скорость увеличивают. Ну да. Мой футбол тогда вообще ломать будет. Да, здесь увеличивает скорость персонажа. Я там пытал будет ломать, а Яка будет. И Ганью меня будет быстро стрелять. Своего лука. Right now. Emerge. Тут у всех скорость увеличивается. Это какое долгое подземелье, бля. 5-й раунд тоже, но это уже рогалик. Ну если я умру, все.
Мне нужно за один присед все это пройти. Приседа этого никакого дела нет. Я думаю, могу пенки последний, но нет, не последний. Хиличуру в 30 штук. О, я повеселюсь. Хиличуру. Нормально у тебя Янька, кстати. Да, нормально, согласен. О, Ценки. Да блин. Говно. Да блин. Иди нафиг. 30 цинки, блин. Помочись нафиг. Борзевший говно. Ой, блин. Я пошел отсюда. Так, одну завалили. Ища в эти цинки. Так. Я убил. Блин, опять смена персонажа. О, теперь Сяо. Сяо. А я-то. Активация взрыва стихии. Активный персонаж увеличит урон взрыва стихии всех членов отряда. Сила атаки всех членов отряда увеличится на 60%. Давайте вот это лучше. Надеюсь, это последняя встреча. Неужели из Якс только Сяо остался? Ты по сюжету смотрел? Да. Ну, Басар Соус там вроде... Mind the deluge. Похитители сокровищ. Ну да. Где еще один? Не, ну сложный вот такое долгое проходить я не хочу. На максималке. Это долго. Опять что ли похитители сокровищ? Ну да, достижения дают за прохождение сюжета. Угу. Я тебя догнать не смогу. Да круто, не хватает. 43 найдем. Чё, кто это? Древний Геовишал. Сердешев. 41 тысяча. А нет, не 41. А, 42 тысячи, да. 43. Урон 43 тысячи как? Нормально? Как его по 17. 14, 154. А, все, довершилось. 6 раундов, короче. 12 минут проходить.
А те были по 8. Ура, наконец-то. Закончили это проходить. Ура, уровень БП 11. Ура, еще книжки для Джим. Ура, событие пройдено. Только вот не пройдена враждебность. Ну там... Ну, крайняя враждебность ради 30 тысяч. Пройдите непостижимый рубеж на уровне сложности крайней враждебности. Пройди 2 раунда непостижимого рубежа. А, то есть еще и за 2 раунда. Просто 2 раунда, если пройдешь. 60, 60, 30, 30, 30. Ура, я пошел сюжет. Мы чё, Елань покрутим? Две крутки Елань. Давай. О, что-то выпало, но не Елань. О, Наэль. Наэль! Ура! Дубина переговоров. А, магазин же надо еще зайти. 5260. Так я тут все купить, наверное, смогу, да? За 5260. Купить светящий самоцвет-то для Ивани или не покупать? Ты лук-то получил? Нет. Но если получу потом 2 этих. У меня есть материал уже для проведения, по-моему, 1 или 2 их дали. И я еще могу купить 2. Куда уйдешь? А, давайте книжки купим. А может лучше нет? Или Мору. А вот опыт можно купить. Сколько надо потратить за опыт? 600. Могу ли я все купить? Я не знаю. Ну давай попробуем, ладно. Книжки купил. Так, руду, я думаю, не стоит тратить на руду. Она пофиг, покупают светящий самоцвет. Покупаю все. На чё хватит? Сколько у тебя цешка, Нейль? Сейчас посмотрю. Я покупаю все. C6, да? Сейчас посмотрю, какая у меня Нейль. Интересно, хватит мне на все, не хватит? Ну все, не думаю. Хотя... Может быть... Гору куплю. Ну, почти, по-моему, хватило. А, как раз хватило. Все, я все купил. Отлично. Ура! Мне дали примагемы за все купленное, что ли? А нет, не дали. Это не показалось. Так, ну теперь я джин могу хорошо подкачивать. Джин подкачаю. Так, ну тут все у меня есть и маски, и одуванчики, и семя урагана с аниме гипостазис, 21 штука. Сейчас мы еще джин подкачаем. Джин. Видишь, что джин качается бонус лечения? Угу. Как стат.
Вояки Каритурон. Макс ХП качает сила атаки, защита. О, сейчас еще одна крутая. Крутка уже есть. Ацин. Да, кацин. 54 уровень же. Ну, плохо. Доволен же? Доволен, что она выпала? Да. Ну, о чем мне расстраиваться? Ну, Елань, конечно. Недоволен, что Елань не выпал. Я хотел Елань. О, нифига у меня моры. У тебя мог Делюк выпасть. Ну да, Делюк это еще хуже. А че у тебя там по... Блин, мне надо вот эти сломанные клыки арктического волка. А сегодня дальше... Чего? А сегодня разве есть данж на них? Так вот, только что. Я только что ходил на них. Я сегодня ходил на них вообще-то. А покажи, что у тебя за артефакт. Кого? Да так собрал. Чисто. Из того, что было. Чтобы пустой не было, да? Угу. Ну это херово, Слава, это херово. Я как майнер Джин говорю тебе, что это херово. Говори что угодно, мне-то пофиг. А, таланты надо, учение о борьбе, у меня их вообще нет. Ну да уж, говнецо, говнецо. Нет. Понимаешь, у меня мне нет некогда. У меня нет возможности все это делать. Так, золотой, обычный, можно клыки делать? А, во. Нифига я могу их сделать, 10 штук. Это круто. Мону поставить. А тут сколько их? 7. 80 уровня пушку сможешь прокачать. Ах да, Наэль, созвездие. С4. Все будет чисто. Если оканчивается действие щита навыка бронефартук или щит оказывается разрушен, то окружающим врагам наносится урон, равный 400% от силы атаки. Так лучше тогда ее в силу атаки качать. С ума сойти, С4 уже. Угу. Сила атаки у меня 1338. Ну их качать надо все равно. Так. Ты так ее собрал. Охреневаешь, блин. С4, блин. У меня С1 за всю игру выпало. Так, Джин. Подкачиваем. Флейту ее. Никакого нифигового у меня нет возможности прокачивать ее дальше. Как качается, так качается. Я и Мика тоже у меня. Не как сказать, что сильно крутая. Надо теперь концентраты слайма делать. 6 концентратов слайма, да? Ну 6-то будет. И что там еще надо? Луки эти надо. Луки только золотые, уже 4 штуки. Блин. Жопа. Меч ты в 90 не сможешь отправить пока что. Посмотрим.
Блин, только 2 клыка. Только 2 клыка. Ну, сейчас будет, кстати, это. Или мне смолу потратить? Ну, если тебе еще 2 выпадут, будет 4. Давай. Там как раз 4 и надо. Ну, блин, мне 79, 160, надо 80, чтобы было, чтобы 2 раза сходил. Сейчас подождем, потерпим. Что какая бездна, тут 4 часа 10 минут, блин, играем. Бездна пока откладывается. А, ну пока пробники поиграем. Пока оно наполняется. Ну, Сяо мне пробник вообще не нужен. Елань будем пробник. Эх, Елань не выпала. Ну и ладно. Зачем мне дают других персонажей с Елань? Она и так справится. Я одной Елань всех разнесу. Что за фигня? Нафига мне это? Нафига мне эти реакции? Take it easy. Жесть, конечно, его не удалось. Нафиг ей вообще помощники, она и так справляется. Всех разнесла вообще в легкую. Даже мага, блин, разнесла. Ну, Гита же перс. Играется как Сенсю примерно. Только лучше чуть-чуть. И какое Сенсю? Так, получаем 20 примагемов. Так, Сяо! Ну, Сяо-то разнесет всех. С Барбарой. Нафиг ему Барбара? А он с нефритовым коршуном. Да. Или это мой Сяо? Или моего не дают? Нет, он сносит меньше моего. А может и столько же. Припай туда, фу. Ну-ка, я могу посмотреть. Меньше. Ну да. 2237. А такой же почти как у меня. Так быстро Сяо всех разнес. И Елань быстро всех разнесла. Елань Сяо, это вообще круто было. Так, а чем качается Елань? Звездная ракушка на побережьях Ливы. Ракушками, да. И шевроны. А вот и Яньфэй. Ну, Яньфэй тут только ради книжек. Даже не дают примагемы. А босс, по-моему, для нее океанит. Океанит? Для Елани вроде как. Да не такой страшный босс. Ну, Яньфэй тоже всех сейчас разнесет. Для меня это Ганье, это вообще не проблемный босс. А Ганьюй тоже качается океанидами. Нет. Ганье качается крыл папоротником, что не убью. Хотя странно. Где у папоротника он находится? Монстати. Ну да. А Ганье убил. Ну они вот тут об этом тогда не думали еще, наверное. Они такие думают, да.
Нету сейчас никакого кривого босса в его. Вот тогда запихнем вон туда. Ну да. Вот это я инфой похожа на твою. Да? Да мне кажется, моя помощнее будет. Какие у тебя криты? На Генши? Эти 136,2 у меня криты. 136 на 20 минут? Ну, таланты у меня вот такие. 987. А нажми и выберите персонажа. Ну, X. В смысле, И нажми X? на G, чтобы она больше новым не подсвечивалась. Ну, видишь, видишь, тут есть кнопка. Стефани Саузерленд. Озвучка. Так это все вот эта озвучка, все вот это новое. Не то. Все. Нет, не то. А что надо сделать? Нажми и выберите персонажа. Видишь, написано? А. X. И там нажми на Джин, чтобы она больше новой не подсвечивалась. Ну все. Не подсвечивается. А, следующий уровень не получится. Мне надо вот это вот кусок бирюзы ваюда. Ну, Джин красивая. Не скажу, для кого как. Мне нравится. Кусок фрагмент бирюзы. А вот кусок бирюзы ваюда. Блин. Ладно, давайте ваюда этот сделаем. Бока на 2, да? 2 куска. Драгоценник не получится. Тут джин я не смогу прокачать до максимума. Да у меня она тоже не максимальная, так-то. Да, мне придется вот это вот качать, блин. 80-го она у меня, я не знаю, что изменится, если ей 90 Еще на анемагипостадец придется еще ходить. Ну, будет она хилить больше. И все. Это единственное. Еще таланты и надо учение о борьбе. 80-го от 90 уровня. И еще нужны вот эти отический волк. Чиджин дофига что надо. У меня таланты 5-5-7. Больше я не хочу. Мне этого хватает. Нет. Ну, короновать я, конечно, не смогу. Понятное дело. Я Чичи хочу докороновать. Давайте подземелье пройдем. На золотые. На золотые клыки. Мы уже 2 часа. Джин поставим. Красивую картинку сейчас Джин найти надо. Ну, я думаю, найду. Ну или пока ты там в бою, я могу поискать. Где-нибудь. Я знаю, что Джин картинок много. Просто раз я ее вывел, оставлю ее на главную, так сказать. На превью говорят.
Я не знаю, сойдет ли такая жизнь. Потом я посмотрю. Сейчас не до этого. Life goes on. Ну, ты скину, посмотришь потом. Beg for mercy. День. Ты гад. Поймал меня в свою фигню. Да блин, ужас. Ну все, Evil Conquering. Ты понял, Warframe, палет, не нужен. Вот что я очень бы хотел собрать на жизнь себе. Это скин ее. И драгоценный омут выбить. Зеленый меч. Самый зеленый меч выбить. Да. Так не подходит, идеально просто. Как так, золотой не выпал. Ну, мы можем его создать. Ну, правда, один получится только создать. Сейчас еще пройдем, может еще создадим. More speed. Beg for mercy. А вчера кое-кто хотел, один хотел узнать это о своем аккаунте. Персонажу. У него любимый персонаж-то какой? Ой, я нашел Джин, который И он мне сказал, что у него ДД какой. Знаешь, что я нашел? 20к, говорит, сносит. С одного удара. Ну, 20 тысяч с одного удара не надо. Просто с удара. Vengeance will be mine. I condemn you. Кстати, да, задание легенды Являюсь открылось. О, я нашел аватарку, которая у Антона была раньше. Опять не дали. Ну, короче, попробую сделать золотой. 2 золотых. Но мне не дают золотые. О! БП. Я прошел 15 испытаний подземелий. 12 уровень БП. Нормально 12 уровень-то получить. Соберите, в общем, 12 развитой бездни. Соберем. Завтра соберем. 27 молитв откручены. Еще 23 молитвы надо прокрутить. До легендарочки? Нет, до ПП. Легендарка уже выбита. Там крутить с самого начала приходится теперь. Так, 2 золотых клыка. Отлично. Еще вернулись использованные клыки. Ну все, Джин, сейчас прокачаем оружие до максимума. Хотя, может, и не докачаем. Давайте. Оружием докачивать будем. Лишним. А все, нету ничего. — 86 уровень оружия.
More speed. Так. Книги. Книг нету. Хорошо с такой дуванчик не собирать. Так, подкачиваем еще джин. 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 Ну, когда-нибудь я на нее выбью и умут и скин куплю. Клятва стрелка. Кто-то ей пользуется, этой клятвой стрелка. Я одного человека не знаю. Даже на низком ранге, который пользуется клятвой стрелка. Ты ее смогла слить. Так, белая кистер 5. Черная кистер 5. Но это я для Джунали собирал. Давайте клятву стрелка тогда тут сольем. Прибавилось. Ладно. Тут книги придется доставать, а не сегодня, блин. Ну я в воскресенье тогда схожу. Ну все на этом. Сколько? А, странный хиличур еще. Где он может быть? Долине ветров. Давай странного хиличуру еще убьем. А то я вчера не убил. Ты вчера психанул. Ты у себя в мире странных хиличуров побей. Этих странных хиличуров такая скука. Для кого еще одуванчики собирать можно? Кроме Джин и Юлы. Ну буду собирать, если что, вдруг попадется кто-нибудь. А, я знаю, что я сейчас сделаю. Beg for mercy. More speed. Ах ты зараза, а. Гадай, что я сейчас сделаю. Блин, по-моему, далеко поставил. Так, чё бы нам слить? Чего у нас много? Наконечники может слить попробовать. Что сделаем потом? А, все. Столько может слить наконечник. Всего 38. Пофигу. Блин, далеко. А, сейчас Аят сделает все. Нет? А, да. Вон Аята как. Сяо сейчас с ультой. Дофигачит.
Опыт героя, опыт искателя приключений, руда. Ой, сколько всего надавали, но все это такое так себе. Окей. Не стоит того. Для Джин пойдет. Так, уровень 87. Да, джинсы быватые, конечно. Пока что. Не, монос быватая. Я джин нужна во вторую пачку. Может, в первую. Смотрим. Rise. А да, странный хиличуру я хотел. А Василий мне так странный хиличуру не показал. Василий, где может быть странный хиличуру? Я убью. More speed. Я странный хиличуру. Василий. Хиличуру. 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 О? Чо-чо пичо, чо-чо чау. Где Василий? Где этот Чачу-Пичу? По-моему, он уснул. More speed. Crush. Yeah. Beg for mercy. Молись. Be still. Блин, я реально не знаю, где эти странные хиличуру. А, Василий у нас спит уже. Оператор Василий спит.
Есть разработчик Василий, а у нас модератор Василий. Time to scout. Нет тут. Так, где может быть странный хиличур? Вообще без понятия. А, вот он. Отлично. Здорово. Так. Пятисемь артерий 400. 11 из 20. Соберите 200 предметов с полей путь сенс нефритовое поле. Блин, надо вот это все. Ценный соревной лук. Не божить, надо вот это все. Реально. Да 10. Открой 10 диалогов с компаньонами. У меня 8 из 10. Тысяч единиц, так. Третий полный сборник истории о посредине камня. Послушайте историю о дожде клинков. Задание сейчас объясню. Послушайте историю о гневе Хайшаня. В задании сейчас объясню. Прежде выполните все поручения царевича. Что 21 достижение у меня. Так, а что там за оружие? Так, Сяо. Ну Сяо я не кручу. Барбара, Наэль, Яньфэн. Мне Наэль выпала. Аквасимулякрум, нефритовый коршу. А, аквасимулякрум это ее оружие. А, вон оно что. You want to learn some Favonia's blade work? Теперь, когда буду следующих крутить следующего персонажа, у меня выпадет не 50 на 50, а точно тот персонаж, которого я кручу. Ну что поделаешь, дела не выпало. Ну выпало Джин, то тоже хорошо. Будет Джин прокачивать. Просто Елань новый персонаж, очень хотелось Елань. Ну что ж, все на этом. Ну что ж, всем спасибо, кто смотрел. Отдельное спасибо тем, кто смотрел в записи. Отдельное спасибо тем, кто писал в чате. Всем удачи и до скорой встречи. Еще увидимся.